включен? Сейчас, да. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, уважаемые друзья, земляки. Мы сегодня проводим по поручению главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева отчет правительства перед жителями Верхоянского района. У нас для этого выпущено распоряжение правительства в конце января этого года. Сформированы рабочие группы специально для того, чтобы во всех районах, улуцах нашей республики такие отчеты состоялись. Группа для сегодняшнего отчета сформирована в составе Багананова Павла Николаевича, это первый заместитель министра финансов республики, он же куратор и координатор Верхоянского района. Афанасьева Лена Николаевна, министр здравоохранения нашей республики. Аргунова Мария Михайловна, первый заместитель министра экономики. Бельчусова Джанита Станиславовна, руководитель департамента Министерства по развитию Арктики. Емельянов Вячеслав Павлович, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Афанасий Евгений Егорович, заместитель министра строительства республики. И Николаев Прокопий Романович, заместитель министра сельского хозяйства. Возглавить эту рабочую группу поручено мне. Я также попросил поучаствовать в нашей работе сегодняшней нашу уважаемую Галину Иннокентьевну Данчикову, депутата Государственной Думы Федерального собрания нашей страны, нашу землячку. Вы все ее знаете. Я очень рад и вижу, что Галина Иннокентьевна подключилась. Спасибо вам большое. Также в нашей работе принимает участие Габышева Феодосия Васильевна, председатель постоянного комитета нашего Госсобрания Республики по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации, делам общественных организаций. Вы тоже знаете, что Феодосия Васильевна особо с трепетом и любовью относится к нашему Верхоянию, и вы ее тоже хорошо знаете. Сегодня, как мне докладывают, в Верхояне организовано 32 точки подключения к связи, но рассчитываю, что на каждой такой точке не один человек находится, а много. И это мы специально просили организовать местные власти Гаврила Ильича для того, чтобы, несмотря на условия ограниченной пандемии, мы все-таки могли составить как можно более широкий разговор о деятельности нашего правительства в 2021 году и о планах на юбилейный 2022 год. Работу я предлагаю построить таким образом. Я сейчас расскажу вам о некоторых особенностях деятельности нашего правительства в 2021 году, с учетом того, что отчет исполнительных органов государственной власти опубликован в официальных средствах массовой информации, поэтому я постараюсь не повторяться. Все интересующиеся более подробно могут ознакомиться с этим отчетом и в цифровых средствах массовой информации, и в печатных. Затем я, наверное, попрошу рассказать нам о видении деятельности правительства и задачах на этот год Галину Иннокентьевну. Если будет такое желание, с удовольствием мы послушали Феодосию Васильевну. Я думаю, что после мы послушаем членов рабочей группы, представителей разных министерств нашего правительства, обозначенных мной. Думаю, надеюсь, что они дополнят мой отчет более конкретными фактами, прежде всего связанными с непосредственно жизнью в Арктике и Верхоянском районе.
Ну и в заключение я попросил рассказать Павла Николаевича Багананова, как куратора Верхоянского района, о том, что сделано по итогам 2021 года после подобного отчета в прошлом году, также в феврале 2021 года. Вы знаете, что по итогам подобного рода мероприятий составляются протоколы по вопросам, поднятым жителями нашей республики, и мы хотели бы послушать информацию, что из этого выполнено и какова здесь ситуация. Ну и такой же итоговый документ, протокол примем в конце нашей работы, с тем, чтобы затем, доработав, сделать конкретный план по наиболее животрепещущим, наиболее актуальным вопросам развития Верхоянского района. Работа правительства в 2021 году продолжалась в условиях пандемии. И для этого был составлен специальный план действий в декабре 2020 года. Реализация этого плана дала свои положительные результаты. Внутренний региональный продукт республики вырос до 1,5 триллиона рублей. Хочу обратить внимание, что 1 триллион рублей валового регионального продукта мы достигли по итогам 2018 года. И вот за 3 года мы добавили еще 0,5 триллиона рублей. Это, конечно, отразилось на доходах нашего бюджета. Они достигли 320 миллиардов рублей, что на 28 с лишним процентов выше уровня 2020 года и на 45,5% выше допандемийного 2019 года. Надо сказать, что эти цифры просто впечатляют. При этом надо отметить, что в 2020 году доходы от экономики республики, которая подверглась большому давлению пандемии, в связи с локдауном упали со 132 миллиардов до 129 миллиардов. Падение, прямо скажу, при тех условиях, которые мы пережили, особенно в первой половине 2020 года, не очень большое. И рост доходов в 2020 году у нас был по сравнению с 2019 обеспечен беспрецедентно большой поддержкой федерального правительства. В 2020 году доходов стало не меньше, чем в 2019. Но экономика, конечно, сжалась. Но поддержка федерального правительства сказалась очень серьезно, и в результате доходов в 2020 году оказалось больше, чем в 2019. А в 2021 году у нас заработала экономика. Бурные темпы ее роста обеспечили рост налоговых и неналоговых доходов со 129 рублей до 190 уже. Такие темпы роста доходов были только в самые благоприятные годы середины нулевых и начала десятых годов этого столетия. Такой рост экономики обеспечен был прежде всего за счет роста промышленности. Республика входит в пятерку лидеров страны по росту промышленного производства и занимает 2-е место в Дальневосточном федеральном округе. Он достиг максимального значения за последние 11 лет. Обновлены исторические максимумы добычи. По углю рос в 1,5 раза к 2020 году. По нефти на 8%. Газа мы добыли в прошлом году в 2 раза больше, чем в предыдущем. По золоту установлен исторический рекорд, более 42 тонн. Серебра было добыто в 1,5 раза больше, чем в 2020. За счет чего это все произошло? В основном за счет роста инвестиций, конечно. Притока капитала в производство, который составил 305 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем в 2020. Запущенные, вы слышали, 2-я очередь шахты Восточно-Денисовская в Нерюнгринском районе, Нежданинский ГОК в Тампонском, активно развивается Эльгинское угольное месторождение. Гораздо больше мы стали добывать газа. Радует то, что оправилась от жесточайшего кризиса алмазная отрасль. По итогам 2021 года республика получила самые большие дивиденды за последние 10 лет. Немаловажную роль в росте инвестиций играют условия для этого, которые в республике мы стараемся создать. И здесь нам удалось шагнуть в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата с 52-го места в 2018 году на 10-е в 2021.
Кратно сократились административные процедуры. По индексу административного давления мы лучшие на Дальнем Востоке. А это означает, что у конкретного администратора в процессе организации инвестиций почти не остается соблазна что-то с этого поиметь лично для себя, каким-то образом притормозить, а у инвестора появляется уверенность в том, что все, что он будет делать, будет законно и прозрачно. Хорошо зарекомендовали себя режимы государственных преференций, которые были введены с целью развития Дальнего Востока и Арктики. Те льготы, которые были введены для инвесторов Дальнего Востока несколько лет назад, уже окупились и стали приносить дополнительные доходы бюджетам всех уровней. Об этом сказал Юрий Петрович Трутнев на недавно прошедшем в сентябре прошлого года в Восточном экономическом форуме. Плюс к этому это десятки тысяч новых рабочих мест, социальные объекты и целые города, другое качество жизни и уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что и федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации тоже сработает, и мы увидим его результаты в нашей Арктике и конкретно в Верхоянском районе. Успешно реализуются, достигаются целевые задачи национальных проектов, в том числе за счет ежегодного роста объема их финансирования благодаря эффективному взаимодействию с федеральным центром. В 2021 году на реализацию национальных проектов направлено 45,4 миллиарда рублей, что на 37% выше уровня 2020 года. В том числе из средств федерального бюджета 32 миллиарда, увеличение почти в 1,8 раза. Ускорились темпы создания инфраструктуры для жизни. Это новые школы, детсады, дороги, аэропорты, волоконно-оптические линии связи. За счет всех источников введено 46 крупных объектов социального назначения. А в 2022 году мы планируем таких объектов запустить уже 81, то есть почти в 2 раза. Это 18 школ против 10 в 2021. В 27 объектов здравоохранения. В 2021 мы запустили 10. 15 объектов культурного развития против 7 в прошлом году. 11 объектов спорта против 5. В 2020 году было введено 43 объекта, то есть в этом году мы ожидаем рывок почти в 2 раза в области строительства социальной инфраструктуры. Началом десятилетия здоровья продолжена реализация национального проекта здравоохранения, направленного на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Якутия на программу модернизации первичного звена здравоохранения из федерального бюджета получила беспрецедентный объем финансирования – 6,6 миллиардов рублей, в том числе на 2021 год 2,4. Подробно об этом расскажет, наверное, нам министр здравоохранения Лена Николаевна Афанасьева. В рамках национального проекта образования, кроме наращивания объемов строительства школ и детсадов, правительство сосредотачивает внимание на формировании системы непрерывного образования, создающего максимальные возможности для проявления способностей обучающихся всех возрастов. Мы стараемся создать систему всестороннего развития личности. Именно для этого развиваем детские школы искусств, центры образования естественно-научной и технологической направленности, точки роста, которых сегодня в республике уже 111. Очень рад, что 2 старейших музыкальных школы продолжают работать в Батагае и Верхоянске, развиваются и добиваются неплохих успехов. В 2021 году еще в 119 школах внедрены цифровые образовательные системы. Создаются все условия для занятия физкультурой. Открыты 7 мастерских в рамках проекта «Молодые профессионалы». Как результат, по итогам всероссийского чемпионата WorldSkills команда республики вошла в 10 лучших в стране. В прошлом году из 659 выпускников школ 659 выпускников школ получили аттестат с отличием, а 30 из них по ЕГЭ набрали 100 баллов. В школах и вузах продолжает углубляться патриотическое воспитание. Создан Республиканский учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Развивается юноармейское движение. 67 с лишним тысяч человек, в основном молодые люди, заняты в добровольческой волонтерской деятельности. Это на 30% больше, чем было годом ранее. Молодежь все активнее втягивается в реализацию социально значимых проектов,
которые поддерживаются грантами президента страны. Мы таких получили 64 на сумму более 60 миллионов рублей. И главы республики. Таких проектов 80 на сумму более 100 миллионов. В строительных отрядах отработало более 1500 молодых бойцов. В рамках целевой подготовки с мерами поддержки из республиканского бюджета ведется подготовка специалистов преимущественно для сельской местности и арктических районов республики. Всего в 2021 году обучалось 1204 студента, из них на территории республики 496, за ее пределами 708 в 115 вузах в 32 городах страны. А система поддержки развития особо одаренных детей и молодежи получает дальнейшее развитие как через развитие материальной базы. Это, мы знаем, есть международная арктическая школа, строящийся круглогодичный лагерь «Полярная звезда», который претендует на звание якутского Сириуса и многое другое, так и через новые методики и программы работы. В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» введено 7 объектов культуры, оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 9 детских школ искусств, созданы 11 муниципальных модельных библиотек, отремонтированы 2 культурно-досуговых учреждения и 2 детских школы искусств. В том числе это коснулось и детской школы искусств в Батагае. По проекту «Цифровая культура» оснащен виртуальный концертный зал в Якутском музыкальном колледже имени Марка Николаевича Жиркова. Создан мультимедиа гид художественный мир Афанасия Осипова. На основе цифровой платформы «Артефакт» дан старт проекту создания Центра цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки республики. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» укреплена материально-техническая база 20 домов культуры. Отрадно видеть, что и начался ремонт в нашем старейшем доме культуры в Батагае. Республика активно участвует в реализации федерального проекта «Пушкинская карта». С сентября в республике оформлено 18 тысяч карт. Билеты по Пушкинской карте можно приобрести в 20 учреждениях. А что это такое 18 тысяч карт? На каждую карту по 5 тысяч рублей перечисляет государство. И эти 5 тысяч рублей остаются в учреждениях культуры нашей республики. Это дополнительные инвестиции фактически в культурную отрасль республики. Участниками традиционного национального праздника Эсэ-Халанхо в Алекминском районе стало более 4,7 тысяч человек. В 7 регионах России проведены Дни якутского кино. В декабре состоялся первый республиканский фестиваль короткометражных фильмов «Республика кино». В сфере физкультуры и спорта одним из основных событий 2021 года стала 21-я спартакиада по национальным видам спорта. Игры Манчары, которые прошли в Горном Улусе, и участие в них приняли более 1500 спортсменов. Игры посетил министр спорта России Олег Матыцин. Он высоко оценил уровень организации игр и развития спорта в Якутии в целом. Уверен, что это сильно повлияло на решение о том, что в 2024 году летние международные игры «Дети Азии» вернутся в свою родину, в Якутию. Сегодня почти половина нашего населения, 46%, регулярно занимается физкультурой и спортом. Это очень хорошие показатели. Думаю, пришло время и в Верхоянске реализовать давние планы по строительству спортивного комплекса, который позволит возродить былую спортивную славу. Конечно, мы продолжаем активно работать над реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году перевыполнен план по вводу жилья. Якутия стала одним из лидеров льготной программы «Дальневосточная ипотека», воспользоваться которой могут молодые люди до 35 лет. Для Арктики же ее можно использовать и для покупки жилья на вторичном рынке. Началось строительство многоквартирных домов и в Верхояне. Новый уютный вид приобрело центральное общественное пространство в городе Верхоянске. Уверен, что это только начало. Возрождение Арктики только начинается. Об итогах и планах строительства расскажет нам заместитель министра строительства чуть позже. Уважаемые земляки, растут показатели по перевозке грузов и пассажиров. Пандемия наиболее безжалостно обошлась именно с транспортными предприятиями. Рад сегодня доложить, что по грузам мы почти восстановились. Пассажиропоток восстановлен до 75% от допандемийного. Надеюсь, что полностью мы восстановимся в этом году.
Однако работа по строительству современной транспортной инфраструктуры не прекращалась ни на день. Завершены реконструкции взлетно-посадочных полос в Якутске, первый этап, в Алекминске и Нерингре, в аэропорту Жиганска. Начаты работы в Мирном, Полярном, Черском. До 2024 года мы должны реконструировать 16 из 32 аэропортов республики. И главное об авиации. В 2022 году все жители арктических районов республики получили возможность летать до Якутска круглый год по субсидированным билетам. Не льготные, не в какое-то определенное время года, а круглый год и все, прописанные в Верхоянском районе, например. Из бюджета республики будет возмещаться до 60% от стоимости билетов. Квота на каждый борт теперь примерно 10 мест вместо 2, которые были до 1 января этого года. Кроме того, в правительстве страны по поручению президента Владимира Владимировича Путина в ближайшее время будет принято постановление о софинансировании таких авиаперевозок, именно внутрирегиональных перевозок. Квота на каждый борт тогда значительно увеличится, может быть даже двукратно. Такие же льготы уже работают на маршрутах из Якутска в Москву и Санкт-Петербург. Можно сказать, лед тронулся. Сегодня билеты на самолет для многих жителей Арктики и Якутии стоят меньше в сравнительных ценах, чем в 80-х годах прошлого века. Мы продолжаем строить наибольшими в истории темпами автомобильные дороги. В прошлом году введено 501 километр автодорог и 11 новых мостов. В ближайшие годы село Барылас Верхоянского района станет входными автомобильными воротами Верхояния. Наконец-то началась реализовываться многодесятилетняя, можно сказать, вековая мечта наших верхоянцев. Уже просматривается перспектива устойчивой автодороги до Батагая, такой же, которая сегодня связывает ее с Верхоянском. И надо сказать, что такая дорога тоже давняя мечта, чтобы из Батагая в Верхоянск можно было доехать за час с небольшим. Вдоль этой автотрассы из Барыласа будет проложен и оптоволоконные сети для интернета. По этому маршруту они придут быстрее, по имеющимся планам, к 2024 году. Не так давно министр цифровизации Семенов Анатолий Аскалонович объявил о том, что Федеральное министерство цифры приняло уже решение о софинансировании строительства ВОЛС во все арктические районы нашей республики. В прошлом году завершен подготовительный этап строительства Ленского моста, который включил оформление земельных участков, переустройство сетей, обустройство технологической площадки. Следующий этап, который начнется в этом году, это строительство, собственно, самого мостового перехода. Развиваются речные перевозки. На Лене появились 2 новых скоростных судна «Валдай». Заказаны новые метеоры. В этом году вступит в строй первая очередь Жатайской высокотехнологичной верфи, а это значит, что вскоре начнется обновление всего Якутского флота. И Яна встретит новые суда. Она вновь заработает как важнейшая транспортная артерия. Это необходимо для строительства атомной станции малой мощности в поселке Усть-Кутьга, которая позволит начать работы на крупнейших месторождениях золота, серебра, олова, редкоземельных металлов и, конечно, которая даст энергию, свет и тепло во многие населенные пункты нашего Янского бассейна. Хочу напомнить о том, что большую энергетику мы ждали всегда. В 80-х годах началась реализация проекта строительства Адычанской гидроэлектростанции. Но те изменения и революция, которая произошла в стране, не позволили реализовать этот проект. Можно по-разному к этому относиться, но мы вновь возвращаемся к новой большой энергетике. Но уже сейчас мы видим новую энергетику в наших селах. В 2021 году введен в эксплуатацию солнечно-дизельный энергокомплекс в селе Табалах мощностью более 1 мегаватта. Из них 400 киловатт – это энергия солнца. Мы вообще, как оказалось, солнечный очень регион. Крупнейшая и первая на крайнем севере станция построена в Батагае. Строится в Верхоянске. Мы были пионерами здесь, а сегодня в рамках соглашения с Русгидро такая работа ведется уже в 73 населенных пунктах республики.
Ежегодно мы строим и реконструируем в республике порядка 20 котельных, 100 километров тепловых сетей. Это примерно 15% от общего количества ветхих сетей. Конечно, темпы надо наращивать, и возможности такие есть, и планы такие построены. В 2021 году к централизованному теплоснабжению подключено 1207 домов. В рамках нацпроекта «Чистая вода» строится и обновляется система водоснабжения и водоочистки в нашей столице. Покровске, Вилюйске, Барагонцах, Верхневилюйске. В 2023 году чистая вода должна быть и в Батагае. По крайней мере, в 2023 году намечены планы по строительству новой системы водоснабжения в Батагае. На сегодняшний день приобретены водоочистные установки для города Верхоянска и села Бетенкёс. И эту работу, безусловно, надо продолжать. В 2021 году получили газ 475 домов и 307 земельных участков. Это по поручению президента страны делается за счет государства. И сегодня в работе находится порядка 2500 заявок по всей республике. Развитие промышленности, особенно такое бурное, как мы имеем, требует особо внимательного отношения к защите нашей хрупкой природы. В республике 52% территории сегодня охвачено экологическим мониторингом. В 2021 году исследовано 1958 проб природной среды. С каждым годом количество исследований увеличивается, их качество растет. На госучете находится 3918 опасных объектов. Проведено почти 5500 проверок. Выявлено 2,4 тысячи нарушений. В результате природопользователями реализуется 49 комплексных программ по охране окружающей среды на сумму 12,3 миллиардов рублей. Это серьезная цифра. В 2020 году таких программ было на 11 миллиардов рублей. То есть из года в год правительство намерено наращивать свою работу по экологичности всех производств, которые мы имеем в республике. В прошлом году в Якутской Арктике началась реализация федерального проекта «Чистая Арктика». Старт был дан в Тикси в августе прошлого года. К 2024 году уже сегодня приняты планы. Тикси должен освободиться от разрухи прошлого и предстать в новом чистом облике, соответствующем статусу столицы Якутской Арктики. Развитие Северного морского пути уже сказывается на возрождении прибрежных территорий Ледовитого океана. Уже есть конкретные перспективы и для Нижнеянска, и для Черского. Работы по очистке Арктики проводились и в Устьянском районе, в Алайхе, в Черском. Заключены соглашения по утилизации порядка 20 тысяч тонн металлолома и полной очистки территории поселка Северный, Усть-Куйга, Депутатский. Началась ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ. Пришло время привести в порядок и Батагай. Утилизировать хвостохранилище бывшей фабрики. Освободить от унылой разрухи и другие поселки, в том числе бывшие. Разруха на улицах порождает разруху в головах и душах. Нельзя об этом забывать. Прошлый год стал особенным для нас и из-за тяжелейших испытаний, связанных с небывалыми лесными пожарами. При меньшем, по сравнению с 19-20 годами, количестве пожаров, пройденная огнем территория оказалась рекордной – 7,9 миллионов га. Это около 3% всех лесов нашей республики. Это стало возможным, потому что третий год стоит небывалая засуха, и сухие грозы стали основным источником пожаров. В один из июньских дней мы зафиксировали почти 150 возгораний. Резкое увеличение пожаров началось с 2017 года. Год от года огонь проходил все больше и больше территорий. 1,6 миллионов, 3,4, 3,9, 6,3 и, наконец, в прошлом году 7,9 миллионов га. Теперь мы точно можем сказать, климат меняется в теплую сторону, осадков становится меньше. Успокаивает немного только то, что на пройденных огнем территориях погибает только порядка 10% леса, в основном от верхового пожара. Нам удалось справиться со стихией только благодаря всеобщей мобилизации. В тушении участвовало более 26 тысяч человек и личной поддержки президента страны Владимира Владимировича Путина, благодаря которому была сформирована беспрецедентная авиагруппировка, 52 воздушных судна было задействовано, и было создано огромное соединение лесопожарных формирований,
которые были собраны из 19 регионов страны. В этой битве были и потери. Один из добровольцев, Елбаги Игитян, на Чурапчинской земле не вернулся из такого боя. Вечная и светлая ему память. 32 жилых дома в селе Бескёль мы потеряли в огне. Но потерь могло быть гораздо больше. Выводы из всего этого сделаны на самом высоком уровне. С этого года в 5,5 раз увеличивается федеральное финансирование охраны лесов от пожаров и составит 1,6 миллиардов рублей. Это позволит увеличить численность пожарных, авиаприкрытие, объем профилактики. Сегодня мы формируем и свое специализированное авиакрыло, в которое входит и Батагайское авиаотделение лесоохраны. Можно сказать, что этот пожароопасный сезон мы встречаем во всеоружии. Теперь все зависит от всеобщей мобилизации, дисциплины, профилактических мероприятий. Власть на местах должна показать свою дееспособность, не кивая на центр. Уже сейчас надо проводить организационную, разъяснительную работу в каждом селе, на каждом участке. Для арктических территорий всегда было важно иметь надежную доставку жизнеобеспечивающих грузов. Правительство работает над совершенствованием системы северного завоза. Северный завоз вновь стал федеральной государственной программой, и это радует. И отношение к нему, конечно же, изменилось. Наше же правительство никогда не бросало эту программу, даже в самые тяжелые времена. Ну а когда появляются новые возможности, мы свои усилия только наращиваем. Главная задача – контроль за ценами. Совместно с Минвостокразвития России мы разрабатываем цифровую программу, позволяющую оптимизировать организацию завоза по номенклатуре, схеме, времени и ценам. В прошлом году мы решили вопрос федерального финансирования строительства торгово-логистических центров во всех арктических районах республики. Первые два в Куйге и Белой горе уже построены. Цены там стабилизировались. Значит, мы на верном пути. В этом году есть планы построить торгово-логистические центры в Батагае. Ведутся работы по обработке новых способов доставки с использованием воздушного транспорта. От ставших уже знаменитых мемов парашютов с картошкой до беспилотных вертолетов и дирижаблей в будущем. Это не такое далекое будущее, как может показаться. В этом году также будет новшество. Судно Якутопторга, которое в Санкт-Петербурге сейчас проходит ремонт, оттуда же доставит продовольствие и другие товары. Надеюсь, это тоже будет способствовать контролю за ценами. Верхоянский район всегда отличался своим развитым сельским хозяйством. О развитии сельского хозяйства глава республики Арсений Сергеевич Николаев издал стратегический указ. В 2021 году начата реализация новых механизмов господдержки. По его итогам мы видим рост поголовья коров и оленей. Уровень самообеспеченности населения мясом достиг 26,5%, молоком 56,4%. Однако бурного роста по всем показателям мы не наблюдаем. В Верхоянском районе мы видим снижение даже поголовья и оленей, и лошадей, и крупного рогатого скота. Обнадеживает только увеличение объемов по птице, свиньям и овощам. Но даже вопрос у меня возник. Мы случайно не меняем рацион питания? Может, уже переходим к вегетарианству? Но это, наверное, в шутку, но тем не менее обратить внимание на эти тенденции необходимо. Сегодня у нас выступит замминистра сельского хозяйства Николаев Прокопий Романович. Надеюсь, что он что-то нам прояснит и посоветует. Интересно было бы послушать и представителей наслегов, сельхозпроизводителей, в чем причина снижения показателей. Что еще надо сделать, чтобы жизнь на селе становилась лучше. Сегодня действует федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации. Он дает очень большие преференции и поддержку от государства. В целом по республике, благодаря мерам поддержки, несмотря на пандемию, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 6% к 2020 году и достигло 40,5 тысяч. Численность занятых же в этой сфере увеличилась с 97 до 117 тысяч человек. В районах открыты 23 центра «Мой бизнес», в том числе в Батагае. Надо значительно оптимизировать работу в этом направлении. Реализация стратегии развития арктической зоны России и Якутии дает много возможностей для этого. Прошлый, 2020 год, был годом науки и технологий. Кстати, вчера появилась информация, что, возможно,
будет объявлено десятилетие науки и технологий. О чем это говорит? Что без новшеств, без инноваций, без научного обоснования и высоких новейших технологий развития нам не обеспечить. Научно-образовательный центр, созданный в 2019 году решением главы республики Айсена Сергеевича Николаева под названием «Север. Территория устойчивого развития», стал победителем всероссийского конкурса научно-образовательных центров мирового уровня в прошлом году, в августе 2021 года. Его основная задача способствовать скорейшему внедрению в жизнь новых научных открытий и технологий. Возрождение Арктики должно идти на новой научной и технологической основе. Арктика для жизни, устойчивой, безопасной и комфортной. Это центр межрегиональный. Он включает Чукотку, Магадан, Камчатку, Сахалин при ведущей роли Якутии, как обладателя самого большого научно-технологического потенциала. В Батагае в прошлом году создан IT-центр. А наша республика ведущая в области IT-технологий, как в ДФО, так и в России. Активная работа нового IT-центра могла бы внести свой вклад в это лидерство. Тем более, что в Батагае внедрен безлимитный тарифный план на оказание услуг доступа к сети интернет по спутниковым каналам связи. Еще одна важная, на мой взгляд, новость пришла для жителей Арктики. В этом году за счет федерального финансирования более 300 детей 5-8 классов из Якутской Арктики могут отдохнуть на юге страны. И еще более 500 детишек смогут отдохнуть в других регионах за пределами республики. Что касается возможности отдохнуть в Якутии, то этим уже занимается база детского отдыха «Сосновый Бор», которая создает разветвленную сеть по всей республике. И все это делается за счет средств государства. Сегодня в фокусе внимания правительства развитие внутреннего въездного туризма. Общий туристский поток вырос до 115 тысяч человек в год. Объем платных туристических услуг достиг 400 миллионов. Наряду с Ленскими столбами, праздниками Исэх и зима начинается с Якутии, все больше интерес вызывает Арктика. И Верхояне с ее полюсом холода, Батагайским карстовым провалом, историей города Верхоянска, Дальстроя, промышленного освоения, священными горами Кигелях, рыбалкой и охотой просто обязана стать туристическим центром Арктики. Я знаю, что вы создаете проект туристско-рекреационного комплекса «Верхояне. Сердце Арктики». Название очень хорошее и, по-моему, очень точное. Действительно, Верхояне является сердцем Арктики. Я желаю успехов вам в реализации этого проекта. Возможности, которые дает растущая экономика, позволяет активно развивать социальную и обеспечивающую более комфортную и устойчивую жизнь инфраструктуру. А это, в свою очередь, сказывается на доходах людей, на рождаемости, на оздоровлении морально-психологического климата в обществе. Среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре 2021 года составили 43 218 рублей, с ростом в 5,7%. Средняя зарплата стала 75 429 рублей, с ростом на 6,8% по отношению к 2020 году. Снижается уровень бедности с 17,8 в 2019 до 17,1 в 2021. Но и это все равно много. Именно об этом говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Бедность – наш самый главный враг. Правительство проводит работу по сокращению безработицы. Общая безработица за год снизилась с 7,2% до 6,9%. А зарегистрированная вообще рухнула с 5,6% до 1,6%. Вот почему такая разница? Мне кажется, остальные безработные все-таки имеют какой-то доход, поэтому не регистрируются. И он не отражается в статистике. В 2021 году хорошие результаты показала программа «Местные кадры в промышленности». В проекте участвуют 43 компании, трудоустроено 11 105 человек, в том числе 6 236 из них – это молодежь до 35 лет. 3,5 тысячи – это вахтовики. Важно, что 2494 человека – это селяне. В 2020 году в промышленность было устроено 8700 человек, то есть рост значительный. Компания и у нас в Верхояне, компания «Полиметалл» в этом году тоже организовала такой набор из местных жителей. Как мне рассказали, вполне успешно.
Комплекс мер по сокращению безработицы, возможности улучшить жилищные условия, социальная поддержка семей с детьми, начиная с первого ребенка, расширение горизонтов развития сказывается на уровне рождаемости, где мы лидеры как на Дальнем Востоке, так и в группе лидеров в целом в стране. В 2021 году естественный прирост населения оценивается в 1,7 человека на 1000 человек населения. За последние 3 года объем средств, предусмотренных на поддержку семей, подчеркиваю, за последние 3 года объем средств, предусмотренных на поддержку семей с детьми, увеличился в 4 раза и составил 14,5 миллиардов рублей против 3,5 миллиардов рублей в 2018 году. И здесь надо сказать большое спасибо как Илдархану нашему, так и Государственному собранию, которое разрабатывает такие бюджеты и такие программы. В 2022 году по поручению Илдархана каждый родившийся ребенок получит статус ребенка столетия и получает дополнительно 100 тысяч рублей. Пожелаем же всем этим детям и 100 лет жить на этом свете. Год матери, объявленный главой республики в этом году, создаст еще больше условий для укрепления и увеличения семьи, их семейных традиционных ценностей. И мы обязательно вновь достигнем заветного миллионного рубежа жителей нашей республики. Вы знаете, наверное, что больше миллиона жителей у нас было на рубеже 80-х, 90-х годов прошлого столетия. Затем известные изменения, кризисы привели к уменьшению населения нашей республики. И мы вновь приближаемся к этой заветной цифре. Главным политическим событием 2021 года стали выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. В республике явка избирателей составила 51,2%, что соответствует показателю в целом по стране. Выборы в республике прошли открыто и легитимно. Об этом говорит, кстати, то, что мы один из немногих субъектов, где вообще не было никаких жалоб на итоги голосования. За ходом голосования следили более 2000 общественных наблюдателей, что обеспечило прозрачность и отсутствие нарушений. В результате этих выборов 5 якутян стало депутатами Государственной Думы. Это впервые в современной истории нашей страны. И они, конечно, все работают в интересах нашей республики. В конце прошлого года здесь в Постпредстве у нас состоялась встреча Арсения Сергеевича со всеми депутатами, которые выразили свою поддержку и Илдархану, нашей республики, и заверили своих избирателей, якутян, в том, что они сделают все для того, чтобы наша жизнь стала еще более комфортной, стабильной и устойчивой. Важнейшим вопросом в области общественно-политического развития, рассмотренным в 2021 году, стало внесение поправок в Конституцию Республики Саха-Якутия. Изменение основного закона республики продиктовано принятием закона России о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года о совершенствовании регулировании отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. В 2022 году Якутия отмечает знаковую историческую дату – 390 лет со дня вхождения в состав российского государства и столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Это крупнейшее общественно-политическое событие в жизни республики несет в себе глубокий смысл, как рубеж государственности, и призвано объединить всех жителей Якутии в преддверии начала нового столетия периода развития республики. Деятельность исполнительных органов государственной власти республики будет направлена на достижение национальных целей развития России на период до 30 года. Мы должны обеспечить рост валового внутреннего регионального продукта не менее 6,8%, рост промпроизводства не менее 10%, рост реальных доходов людей должен быть не менее 1,4%. Безработица не должна превысить 6,7%. В несырьевом секторе мы планируем создать 10 тысяч новых рабочих мест. Возможно это? Конечно. У страны и республики сегодня есть на это и силы, и возможности.
Нам может помешать только война или революция. Войну мы не хотим. И, надеюсь, с помощью нашей возрожденной армии и сильной дипломатии не допустим. Нельзя допустить очередной революции. Нельзя поддаваться провокациям всех цветов и внешним, и внутренним. Мы видели, что произошло в успешно развивающемся Казахстане буквально в течение нескольких дней первых дней этого года. Это должно послужить нам серьезным уроком и поводом для размышлений. Сегодня мы пошли в гору к новым вершинам. Надо идти в одной связке, поддерживая и страхуя друг друга. Иначе можно сорваться в пропасть. Сегодня мы отчитываемся за правительство, которое назначил наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев, и которое поддержала правящая партия «Единая Россия» во главе с ним же, нашим Илдарханом. Несмотря на пандемию, пожары, зарубежные санкции, Арктика и Верхояние возрождаются. Я, как ваш земляк, этому очень рад. И надеюсь, что и дальше, объединившись, мы будем двигаться, работать, укрепляя и развивая свою малую родину, внося свой достойный вклад в развитие всей нашей большой, могучей российской державы. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, давайте мы продолжим тогда нашу работу. И я хотел бы попросить Галину Иннокентьевну. Галина Иннокентьевна, вы меня слышите? Я слышу вас и вижу. Здравствуйте, Галина Иннокентьевна. Здравствуйте. Я думаю, всем нам будет очень интересно послушать мнение нашего заслуженного человека, авторитетнейшего нашего любимого депутата Государственной Думы. Что вы думаете о том, как работало правительство и что ждет наше родное Верхояние в ближайшем будущем? Пожалуйста, Галина Иннокентьевна. Спасибо большое. Очень приятно всех сегодня видеть своих земляков. Я думаю, что на самом деле Андрей Сандоминович сегодня нам с вами озвучил достаточно подробный отчет о всех сферах деятельности правительства, о тех результатах, которые мы достигли по итогам 2021 года. На самом деле мне очень приятно услышать те результаты, которые сегодня по итогам 2021 года. И, конечно, бы хотелось еще услышать, как оценивают, в принципе, работу правительства мои земляки, жители Верхоянского района. Но вначале хотелось бы все-таки мне немного сказать как бы о следующем. Все мы с вами переживаем непростое время, особо нагрузка ложится на наш медицинский персонал, наших медиков. Непростая, конечно, ситуация и по тем службам, которые сегодня занимаются и помогают людям, которые и болели, и проходят сейчас реабилитацию после ковида. Конечно, все мы это с вами ощущаем на себе, на своих как бы близких, и все очень беспокоимся за жизнь своих как бы родных. Но наша все-таки медицина, она смогла с этим справиться. Особенно это важно в нашей республике, учитывая нашу большую территорию. И, конечно же, то первичное звено, на которое легла очень серьезная нагрузка. Поэтому я хочу, вот, уважаемые коллеги, сегодня прям с благодарностью выйти к нашим медицинским работникам, врачам, медицинским сестрам, станции скорой помощи, санитаркам, то есть все те, кто сегодня борется за жизнь жителей нашей республики и, конечно, медики всей как бы нашей страны. Очень подробно Андрей Сандоминович изложил работу правительства, участие во всех программах республики и в национальных проектах, что, конечно, существенно отражается на жизни жителей нашей республики. Особенно это касается тех социальных программ, которые сегодня реализуются. И в законе о бюджете на трехлетку
участие республики в программах достаточно серьезно видно. Если говорить вот по итогам, по оценке 2021 года, то республика получает из федерального бюджета средств, включая национальные проекты, получила по оценке в объеме 96 миллиардов рублей. Это достаточно серьезные объемы средств, это включая социальную политику, это включая поддержку нашей системы образования, здравоохранения, это касается и вопросов культуры. Но я хочу остановиться на серьезном таком вопросе, который интересует наши сельские территории, это программа развития сельских территорий. Уважаемые коллеги, уважаемые земляки, это вас сегодня, конечно, очень серьезно интересует, потому что поддержка сельского хозяйства, поддержка именно сельских территорий, куда входит комплекс всех вопросов, связанных с развитием сельской территории. Это коммунальная инфраструктура, это строительство жилья, это, конечно, вопросы, связанные со здравоохранением, образованием, с культурой. И знаете, что во время подготовки народной программы в период выборной кампании звучали вопросы по поддержке земского работника культуры. Сейчас эта программа начинает запускаться, и я надеюсь, что в самое ближайшее время мы получим поддержку по земскому работнику культуры. Знаете, серьезное внимание уделялось именно укреплению кадров здравоохранения, образования. Думаю, что коллеги еще на этом остановятся. И вот те выплаты, которые были установлены и удвоены для укрепления кадров на селе, это касается наших врачей, это касается среднего медицинского персонала, это касается учителей. Я надеюсь, тем самым мы все-таки привлечем кадры в нашу сельскую местность, особенно касается Арктики. Я немного остановлюсь на тех законопроектах и законопроектах, над которыми сейчас работаем мы, депутаты от Республики Якутия. Они касаются именно, не буду говорить о тех проектах закона, которые не касаются, собственно говоря, нашей Арктики, так как сегодня это отчет идет по Верхоянскому району, а остановлюсь только на тех, которые сегодня затрагивают интересы арктических территорий. Знаете, что вот и Андрей Сандоминович уже говорил о том законе, который принят по предпринимательской деятельности в арктической зоне. Нам, конечно, здесь очень много необходимо будет достаточно серьезно работать, чтобы в комплексе реализовать и в рамках правоприменительной практики реализовать этот закон для того, чтобы предпринимательство все-таки у нас заработало в арктической зоне. Знаете, что мы приняли закон о самозанятых и упрощенной системе регистрации самозанятых. Эта тема тоже сегодня она есть. Я думаю, непосредственно для нас это тоже интересное направление, интересное привлечение и использование специалистов. И, конечно же, сейчас на протяжении 2 лет я работаю над законопроектом, связанным с северным завозом. Я не говорю, вот когда говорим о северном завозе, почему-то все понимают это как изменение схемы. Но в основе своей это не лежит только схема северного, изменение схемы завоза, поставки товаров, медицинских препаратов, топлива, продовольствия. Я считаю, что в основе своей, в концепции данного закона должно именно лежать ассортимент и цена. То, что должны мы решить для жителей арктической зоны, крайнего севера, труднодоступных территорий. Сейчас рабочая группа на уровне Миндальвостока работает. У нас по указу главы республики, в республике также работает эта группа. И мы вообще по тем задачам, которые нам поставили, к октябрю месяцу должны подготовить проект закона. Это непростая задача, очень даже сложная. Знаете, в какие-то те периоды ранее у нас была государственная поддержка северного завода из федерального бюджета. Сегодня мы пользуемся этой поддержкой только через бюджетные кредиты, предоставление бюджетных кредитов именно для завоза только топлива и муки. Конечно, сегодня Якутопторг наш меняет схемы, находит решение
для того, чтобы все-таки обеспечить полный ассортимент поставки в арктическую зону и труднодоступные территории, и чтобы все-таки ценовые характеристики были более приближенные к хотя бы тем средним, которые сегодня сложились по Иркутску. Есть темы, которые беспокоят сегодня наши северные территории. Это связано с регулированием вопросов по сбору мамонтовых бивней. Эта тема, она есть, она сегодня обсуждается, и есть здесь мнение двухстороннее. Как это решить, эту проблему, с точки зрения введения в правовое поле сбор бивней мамонта, и каким образом все-таки нам с вами учитывать мнение местных жителей. Жители северных территорий ставили вопрос по внесению изменений и принятию закона о любительском рыболовстве. Знаете, что данный закон принят, и здесь учет мнений жителей северных территорий были учтены. Это касается сетных условий. Есть вопросы по квотам, по местам, но я думаю, что именно наши структуры, которые этими вопросами занимаются, они в рабочем порядке будут это регулировать. Мы занимались вопросами, и это достаточно серьезно и очень важно для северных отдаленных территорий, это качественная работа Почты России. В принципе, не раз мы встречались именно с руководством Почты России. Я надеюсь, что сегодня уже вопрос закрытия почтовых отделений в наших отдаленных населенных пунктах не стоит. То есть это должно быть обязательно согласие субъекта Российской Федерации. Кроме того, мы ставим вопросы, чтобы почтовые отделения, особенно касаются сельских, труднодоступных территорий, они сегодня стояли в первоочередном порядке в плане ремонтов. Не могу не остановиться на вопросах, связанных с качеством, с доступностью и со скоростью интернета. Эти вопросы постоянно мы озвучиваем на заседаниях и встречах рабочих групп, для того, чтобы сегодня именно сферы, особенно сферы образования, это наши школы, и объекты здравоохранения были обеспечены качественным и полноценным интернетом. Есть вопросы малых населенных пунктов, где, в принципе, сейчас в соответствии с постановлением Государственной Думы мы будем заниматься этими вопросами. Вопросы по санитарной авиации. Понятно, что у нас есть территории, где, в общем-то, без санитарной авиации нам не обойтись. И мы постоянно этими вопросами занимаемся. Я надеюсь, что вот в рамках исполнения бюджета, закона о бюджете 2022 года мы постараемся решить для того, чтобы из федерального бюджета были выделены дополнительные средства. Знаете, что сейчас запущена очень большая программа, и есть поручение президента по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Эта тема достаточно болезненная и очень важная для всех жителей нашей республики и, конечно, для Верхоянского района. Я надеюсь, что с точки зрения подходов, которые сегодня формирует администрация Верхоянского района, она сформировала программу, и эта программа будет учитывать те вопросы, которые необходимо решать по переселению граждан из аварийного жилья. Но я думаю, что коллеги здесь более детально расскажут о тех подходах, которые сегодня сформированы, и каким образом будут решаться эти вопросы. Стоит задача, я вот вижу, что здесь есть министр здравоохранения, хочу обратиться к министру здравоохранения, все-таки оказать мне некое содействие на местах, потому как нам необходимо в целях укрепления кадров, мы с вами построили больницу в поселке Батагай. И прекрасно понимаем, для того, что это районная больница, которая, в общем-то, сейчас должна быть укреплена всеми кадрами и теми узкими специальностями, которые необходимы для района. Но, однако, возникает вопрос того, для того, чтобы нам привлечь специалистов, вопрос земского врача, введения выплат, он, наверное, не решит без
обеспеченности молодых специалистов жильем. И когда мы принимали решение о строительстве водородной больницы в поселке Батагай, то, в общем-то, у нас стояло в плане строительство некого общежития для молодых специалистов. Пусть это, может быть, было бы общежитие какого квартирного типа, посмотреть по аналогии, как мы с вами строили в Мирном, с участием всех муниципалитетов и субъектов, и, в принципе, может быть, и привлечение и других источников. Поэтому вот эта вот задача сегодня стоит для того, чтобы нам решить эту проблему. Есть, конечно, вопросы, связанные с поднятием и с решением вопросов по авиаперелетам, но Андрей Сандоминович сегодня сказал о том, что и надеюсь, что решение и поручение президента, которое дано, оно будет выполнено, и тема свободы передвижения и доступности к билетам в районе не будет звучать. Ну, примерно вот так, уважаемые коллеги, я не хочу грузить вас цифрами. Я думаю, что все вы знаете о том, что сейчас реализуется программа по капитальному ремонту школ по дополнительным местам, реализуется программа по транспортной инженерной инфраструктуре по сельским территориям. Мы будем заниматься, конечно, вопросами берегозащитных сооружений в Верхоянском районе. Документы все поданы, но пока решение еще не принято. Мне очень приятно всех вас видеть. Я надеюсь, что мы в дальнейшем с Андреем Сандоминовичем, Федосией Васильевной будем постоянно держать на контроле и заниматься все-таки социально-экономическому развитию территории Верхоянского района. Я надеюсь, те промышленные предприятия, которые сегодня будут приходить в район, они дадут нам определенный стимул и возрождение. Надеюсь, что на самом деле мы обязаны, да не то, что надеюсь, мы обязаны улучшить жизнь жителей нашего района. Спасибо. Спасибо большое. У меня включен? Спасибо большое, Галина Никитична. При такой мощной поддержке и нашем всеобщем объединении, я думаю, что задач невыполнимых не будет у нас. Спасибо огромное. Я хотел бы спросить, Федосия Васильевна еще на связи. Я знаю, что у них там парламентское мероприятие большое. Федосия Васильевна, вы на связи? Да, добрый день. Я очень быстро скажу, да, у меня тут параллельно тоже... Да, пожалуйста, да, Федосия Васильевна, здравствуйте. Да, во-первых, хочу всех поприветствовать, да, и очень отрадно, что здесь все собрались. Я просто хочу сказать, да, действительно, вот Арктика возрождается, очень многое делается. Я со своей стороны хочу сказать, что мы общими усилиями при поддержке Илдархана, наших депутатов, представительства, ну и всех наших работников на федеральном уровне мы смогли, да, провести программу «Дети Арктики». Это очень большое, я считаю, достижение. Мы 2 года интенсивно поработали, и сегодня вот в докладе сказали, что наши дети бесплатно могут отдыхать. Это полностью проезд оплачивается, да, и это отдых детей. Это самое главное, я хочу сказать, именно для здоровья наших детей, для расширения доступности всех благ для наших детей, да. А также, конечно, по национальным проектам образования, здравоохранения, демографии, культура очень активно работает УЛУС, Верхоянский УЛУС. Я еще раз хочу сказать, да, и Андрей Сандоминович, Галина Иннокентьевна, по всем вопросам поддерживают УЛУС, ну, правительство нашей республики, и в первую очередь арктический северный УЛУС Верхоянск, да. Проблему я хочу обозначить, поскольку присутствует здесь представители, ну, министр, да, из исполнительной власти. Проблема для нас, для северян, и кто живет в Арктике, это в первую очередь, конечно, доступность, да, цифровой
цифровая доступность, да, это интернеты дорогие, это недоступность, и мы вообще, когда вот ВКС проводим, хорошо здесь это, видимо, сегодня полностью все усилили, да, а когда мы хотим выйти на школы, на отдаленные наши образовательные организации, учреждения, культуру и так далее, да, очень сложно. Поэтому в этом отношении, особенно в условиях дистанционного образования, мы это все ощутили. Поэтому я очень прошу, чтобы два министерства, Министерство образования, Министерство связи, да, курирующие заместители, наверное, да, будут заниматься, чтобы у нас была доступность, именно цифровая доступность. Просто вот это в прошлом году тоже это отметили, но, к сожалению, это многие вопросы не решены, да. Это дальняя перспектива, 26-й и далее, но нам надо сегодня вот обеспечить, чтобы цифровая доступность была, да. А следующее, это тоже очень такой проблемный вопрос про отдаленные наши села. Галина Никентьевна сказала, и в докладе это все прозвучало, да. Именно строительство, вообще инфраструктура в отдаленных селах, в первую очередь, конечно, это строительство маленьких школ и школ-садов. Они не охвачены у нас, как сказать, в инвестиционной программе, хотя мы получаем там разные ответы от правительства, но с другой стороны, я просто вот хочу сказать, что минимум надо 9-10 объектов построить, да, в наших отдаленных поселениях, начиная от Осохтоха, кончая там Адычинской, Ютякской и так далее. А сегодня надо правительству определиться именно как построить, за счет каких источников. Поэтому я этот вопрос тоже отрабатываем, да, Госсобрание Тумен. Но с другой стороны хочется, и чтобы действительно было четкое видение, как работать с федеральными, как работать с Минвосток развития в первую очередь, да, и другими, в частности, нашими компаниями и так далее. Вот это я хотела отметить. А также, конечно, это вот подготовка кадров. Есть там у нас центр, да, артический центр, а с другой стороны, по перечню именно рабочих кадров, там конкретно надо сделать пересмотр. В прошлом году мы ездили, тоже об этом сказали. Очень хорошо, что поддерживают и нам помогают. И в частности, я думаю, что надо ускорить строительство спортивного комплекса в Батагае. Об этом тоже вот это говорим. Очень хорошо, что УЛУС сам вкладывается на проектирование и так далее, да. И чтобы все было доступно и было благополучная жизнь, а на севере, конечно, нам предстоит еще очень много сделать. Спасибо, что пригласили. Я еще до конца послушаю. Также со своей стороны обещаю, конечно, чтобы содействовать, помогать. А с другой стороны, вот Андрей Александрович сказал очень хорошо, что и на это обращает очень много, конечно, в УЛУСе, в первую очередь, говорит Ильич, это в рамках года, в прошлом году науки, да, а сейчас десятилетие науки и технологий. Конечно, это вот провал, да, это объект, который сегодня интересен для мировой науки и так далее, да, изменение климата и так далее. Хочется, конечно, по всем вопросам вам помогать. Спасибо за приглашение. Спасибо, извините, что у нас тут параллельно еще несколько. Спасибо. Спасибо большое, Федосия Васильевна. Мы, конечно, очень рассчитываем. Вообще, вот у меня такая есть мысль по итогам нашего сегодняшнего большого разговора, создать некую такую рабочую группу, потом еще в рабочем порядке, с участием вот вас, Галины Иннокентьевны, конечно, Павел Николаевич наш всех должен скоординировать, в этом и состоит задача координатора и куратора района, естественно, с участием властей, района, очень внимательно поработать над теми запросами, теми проблемными вопросами, которые сегодня в районе есть. Я просто посмотрел, что из года в год одно и то же повторяется очень многое. И есть определенные
ну, такая несогласованность. Поэтому я думаю, что вот сегодняшнее участие Галины Иннокентьевны, Федосии Васильевны, значит, во многом поможет нам скоординироваться, потому что без бюджета, который является главным делом, которым занимаются наши парламентарии, нам сложно будет двигаться дальше. Спасибо огромное. Значит, давайте мы тогда сейчас слово попросим сказать Лену Николаевну Афанасьеву. Она у нас новый министр здравоохранения, немного по-новому взгляд, наверное, есть на развитие нашего здравоохранения. Тем более, что совершенно правильно Галина Иннокентьевна сегодня сказала о том, какую огромную нагрузку система здравоохранения, наши врачи, руководители системы нашего здравоохранения вынесли и не продолжают нести ежедневные, буквально какие-то стрессовые военные нагрузки. Как мы очень благодарны всем медикам, всем, кто борется с этой пандемией, уже третий год пойдет. Вот. И, конечно, будем помогать и желаем вам здоровья. Кстати, вчера, значит, наш земляк тоже, Иннокентий Васильев, Легентей, прислал мне свою песню новую, посвященную врачам, нашим якутским врачам. Я отправлю, значит, в группу. Мне кажется, очень пронзительная песня, и она посвящена именно нашим якутским врачам. Спасибо вам огромное за ваши подвиги. Лена Николаевна, вам слово. Спасибо большое, уважаемый Андрей Сандоминович, уважаемая Галина Иннокентьевна, Феодосия Васильевна, Гаврил Ильич, дорогие земляки, мои родители работали, и мы долго жили в Верхоянском районе, у меня все детство прошло в Верхоянском районе, в поселке Батагай, так что для меня вы все родные люди. Но хочу сказать, что 2021 год, он был очень знаковым для здравоохранения республики, ну, наверное, для всего здравоохранения, а для нашей республики особенно, потому что 2021 год – это год здоровья, и он дал как раз старт десятилетию здоровья. И мы видим, насколько такой отраслевой подход к укреплению и к сохранению здоровья каждого якутянина. Да? Несмотря на пандемию, действительно очень вот эти вот годы, они тяжелые. И мы видим, что всем миром, собственно, боремся с этой болезнью. Тут и не только медицинские работники, но и органы власти на местах, депутаты. Все помогают, и волонтеры помогают справиться с этой очень серьезной ситуацией, помочь людям. Что хочу сказать по Верхоянскому району. Да? Значит, система здравоохранения Верхоянского района представлена в центральной районной больнице, которая, собственно, имеет 86 стационарных коек, 17 коек дневного стационара, поликлинику на 180 посещений в смену. Очень хорошая больница, которая построена. Хочу тоже выразить огромную благодарность Галине Иннокентьевне, всем, что вот как раз в ваш период строилась эта больница, и, собственно, в прошлом году начало прошлого года мы выезжали в командировку с онкологами, и была очень приятно удивлена, насколько хорошие условия в этой больнице. Оснащена хорошо больница, да. И, значит, помимо центральной районной больницы есть городская больница Верхоянская, 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 врачебных амбулаторий. Самая серьезная задача все-таки это кадровое обеспечение. Здесь у нас получается по центральной районной больнице 455 штатных единиц, и на сегодняшний день физических лиц в больнице 358, да, то есть укомплектованность составляет 76%. Несмотря на то, что вот как будто бы нормальная укомплектованность, но на самом деле, если брать отдельно по врачебному персоналу, то тут укомплектованность, конечно, низкая, 65,6%. Над этим, конечно, нужно работать, и здесь проводится действительно большая работа. Во-первых, в 2021 году заключены целевые договора на 14 мест. В образовательных учреждениях это не только высшего образования медицинского, Северо-Восточный федеральный университет, медицинский институт, но и базовый медицинский колледж. И при этом в прошлом году 6 молодых специалистов очень радуют, что приехали в Верхоянский район. Из них, значит, 1 врач и 5 специалистов среднего медицинского образования.
Вот на этот год что у нас планируется по кадровым моментам? Планируется, значит, в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрены квоты. По следующим вакансиям это, значит, врач-инфекционист в поселке Батагай, это обязательно, конечно. Врач-хирург тоже в поселке Батагай, 2 врача участковых и 1 заведующий в Асахтохе, в фельдшерско-акушерском пункте. Да? По материально-технической базе мы знаем, что в прошлом году вы получили уже транспорт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это у нас поликлиника в Верхоянске, в Батагае и Эгинская врачебная амбулатория. Значит, в этом году планируется приобретение транспорта в Сартанскую врачебную амбулаторию и в Аралахскую врачебную амбулаторию. В течение до 2025 года в программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется приобретение транспорта и для Табалахской врачебной амбулатории, и для Дачинской врачебной амбулатории. Также, опять же, вот как бы для Батагая тоже нужно будет для поликлиники, для Барулахской врачебной амбулатории, Дулгалахской тоже врачебной амбулатории приобретение автомобильного транспорта. В 2021 году закуплен КАМАЗ. Да, вот мы говорили о передвижных медицинских комплексах для проведения диспансеризации, углубленного медицинского обследования для отдаленных и малонаселенных территорий. И этот КАМАЗ, он будет в марте месяце в Батагае. Так что, ну, это очень хорошая, практически, можно сказать, ФАП на колесах. Да? Далее, то, что касается строительства, то в 2022 году планируется приобретение, монтаж быстровозводимых модульных конструкций. Это ФАП, значит, Хайсардах, но он идет по программе развития Арктика, по программе первичного звена здравоохранения развития, строительства и Эгинской врачебной амбулатории. Ну, а так, в принципе, в данной программе еще планируется строительство Баранкской ФАП, это в 2023 году, и капитальный ремонт перинатального центра. То, что касается в целом пересмотра некоторых моментов, мы понимаем, насколько сложно, конечно, в плане первичной медико-санитарной помощи. И, конечно же, с этого года некоторые изменения подхода в организации первичной медико-санитарной помощи будут. Во всяком случае, мы планируем для арктической зоны. И вот то, о чем как раз говорил Андрей Сандоминович, некоторый другой подход. Вот мы сегодня говорим о том, что должна быть очень достойно представлена цифровизация, да? А здравоохранение – это та отрасль, где цифровизация играет очень большую, можно сказать, ключевую роль, потому что на сегодняшний день очень много современных моментов, даже вот сейчас, когда мы столкнулись с пандемией, мы совместно с Министерством цифрового развития развернули достаточно быстро линию 122. И по этой линии можно получать аудиоконсультации. При этом консультирует профессорско-преподавательский состав медицинского института. И я видела, что с Верхоянского района очень много было как раз звонков от жителей района по вопросам не только COVID-19, но и в целом для того, чтобы узнать, чтобы их проконсультировали. А это уже свидетельствует о том, что в принципе это должно быть равенство, да, равенство, несмотря на то, что как бы далеко вы ни жили, вы можете также проконсультироваться у профессора, как тот житель, который живет в городе Якутске. То есть вот эти вот моменты мы будем развивать, и я думаю, что вот правильно говорит Андрей Сандоминович о том, что вот если создать такую рабочую группу, то там, конечно, можно вот поговорить о многих моментах, которые, собственно, необходимы для оказания такой
доступной, качественной помощи и достаточно быстрой для каждого жителя нашего района. Ну, собственно, у меня все. Если какие-то будут вопросы, то я с удовольствием отвечу. Спасибо, Лена Николаевна, за подробные итоги и перспективы, особенно за КАМАЗ вам большое спасибо. Значит, давайте мы попросим слово сказать Вячеслава Павловича Емельянова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Вячеслав Павлович, вы на связи? Да, уважаемые жители Верхоянского района, глава муниципальных образований Галина Кентьевна, Феодосия Васильевна, Андрей Сандоминович, всем добрый день. Действительно, по отрасли ЖКХ энергетики в последние, можно сказать, 10 лет сделано очень много. За 10 лет мы построили и отреконструировали более 20 котельных на общую сумму капитальных вложений более 1 миллиарда рублей. Буквально в прошлом году начали большую работу, связанную с реконструкцией объектов электрической генерации. В прошлом году на полях Восточно-экономического форума, как Андрей Сандоминович сказал, мы открыли первую в республике гибридную электростанцию в селе Табалах. Вообще по Верхоянскому УЛУСу, коллеги, мы должны отреконструировать и ввести в эксплуатацию 13 гибридных электростанций. Солнечная инсталляция у нас хорошая, это в купе с возобновляемой энергетикой. Новые дизельные станции, которые отвечают всем современным стандартам и нормам, в том числе и по последней тенденции, связанной со снижением углеродного следа. Одну станцию мы запустили в прошлом году, в Верхоянске в текущем году запускаем станцию, а оставшиеся 11 гибридных энергоустановок мы должны запустить до конца следующего года. Соответствующие энергосервисные контракты у нас подписаны. Очень хороший инструмент мы нашли благодаря взаимодействию с компанией Русгидро. При встрече с Айсеном Сергеевичем позапрошлом году, когда мы подписывали первое соглашение с компанией Русгидро, мы получили такую весомую поддержку. Безусловно, приоритетной задачей улучшения качества жизни в сельских территориях, в том числе первостепенно в арктических районах, является улучшение качества жилья. Это подключение частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения. Мы за последние 6 лет подключили более 600 потребителей к источникам центрального отопления. И на текущий момент вопросы касаемо реализации проекта и вообще решения вопросов по подключению частного сектора являются одной из ключевых задач нашего министерства и глав муниципальных образований непосредственно на местах. Очень немаловажной задачей сейчас является обеспечение чистой питьевой водой. Мы в поселке Батагай совместно с муниципальным образованием завершаем процедуру по получению экологической экспертизы по разработке проектно-сметной документации. И в рамках взаимодействия с Минстрой России в этом году мы подадим заявку после получения положительного заключения государственной экспертизы. И, наконец-то, тот вопрос, который стоял очень долго в части обеспечения чистой питьевой водой в поселке Батагай, мы думаем, что в ближайшее время должны будем совместно все решить. По обращению с твердыми коммунальными отходами позапрошлом году было принято решение наделить статусом региональный оператор по обращению с ТКО ГУП ЖКХ. В этом году в бюджете республики мы предусмотрели более 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники, в том числе мусоровозной техники. Мы готовы подписать договор лизинга на поставку оборудования и, значит, непосредственно мусоровозной техники. И, естественно, Верхоянский район тоже будет рассмотрен в приоритете в части обеспечения мусоровозной техникой в текущем году. Эту задачу мы, безусловно, перед собой ставим и совместно с главами муниципальных образований, с Гаврилом Ильичем, мы
определим приоритеты, ну и, соответственно, будем решать совместно эти задачи. В целом я много говорить не буду. Со всеми главами муниципальных образований в рамках, так скажем, открытого диалога региональной партии «Единая Россия» мы проводили очень хорошую, так скажем, беседу со всеми главами муниципальных образований Верхоянского района, и те животрепещущие вопросы по коммунальному комплексу мы обсудили. Естественно, одним из важных вопросов является это подключение частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения. Мы все с вами понимаем, что подключение частного сектора на северах – это удовольствие дорогое, но тем не менее мы, по крайней мере, мы отраслевое министерство, безусловно, будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы решить эти вопросы. В прошлом году, в ноябре месяце, мы утвердили методику подключения частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения. Данная методика у нас есть на нашем официальном сайте, направлена главам муниципальных образований для ознакомления. Я думаю, что все главы муниципальных образований с этим документом ознакомились, и мы совместно все поработаем для того, чтобы решить наши совместные вопросы. Вкратце, Андрей Сандомирович, у меня все. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Павлович. Особо приятно было слышать нам, уроженцам полюса холода, что у нас самая лучшая солнечная инсталляция. Солнца много, правда, не очень оно греет, но с вашей помощью будет теплее, я надеюсь. Хочу обратить внимание ваше по программе «Чистая вода». Много жалоб поступает из, долины реки Сартан. Превышение марганца там и прочих вещей. Хотя это связывается с онкологическими заболеваниями, местные жители так рассказывают. Вот. Правда, это наблюдением медицинским не подтверждается, но тем не менее нельзя отмахиваться от этой проблемы. Поэтому я попрошу Вячеслава Павловича особое внимание обратить вот на села, в которых есть на самом деле проблемы. Не потому, что их там загрязняют, вроде и Полиметалл очень под жестким экологическим контролем находится, не подтверждается. Видимо, там само по себе есть вода такая, в такого состава, и надо ее, наверное, немного приводить в более здоровый вид. Вот давайте мы на это обратим внимание, что можно сделать, как можно помочь, чтобы люди действительно пили правильную, здоровую воду. Спасибо. Слово я бы попросил сказать заместителя министра сельского хозяйства Николая Прокопия Романовича. Прокопий Романович, вы на связи? Да, Андрей Сандомирович. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Слышно, да? Да, вас слышно хорошо, спасибо. Так, уважаемые жители Верхоянского района, Министерство сельскохозяйства с 2021 года, как уже Андрей Сандомирович сказал, внедряет новые механизмы, да, финансирования, передачи полномочий на уровне районов. Как вы знаете, у нас ставки на поголовье вырастают, растут, так сказать. В целом, Верхоянский район у нас для северо-арктических районов занимает лидирующие позиции. По лошадям даже я посмотрел статистику буквально. В 2015 году Верхоянский район по количеству лошадей занимал 5-е место в республике. А по количеству на 1000 жителей даже выходил на 2-3 места. Это буквально вот 5-6 лет назад, да. Как уже отмечено было, да, сейчас по крупнорогатому скоту и по лошадям у нас динамика идет к снижению. Но есть положительный момент в том, что, как отмечено было, да, по растениеводству у нас как никогда Верхоянский район в этом году начал высаживать многолетние травы. По производству взялись за это конкретно. Если 2 года назад у них вообще посевные площади были 1 га, то сейчас уже больше 10 га стало.
И они получили по отчетности, у нас отчитывается по итогам прошлого года 88 тонн кормов многолетних трав. Поэтому в этом отношении у нас Министерство сельскохозяйства очень большие надежды для совместной работы с муниципальным образованием. В этом направлении мы будем работать, чтобы получить продукции от крупнорогатого скота, от лошадей, надо, конечно, иметь корма. Поэтому в этом направлении по мелиоративной работе очень много постановочных вопросов было. В прошлом году, если мы до 700 тысяч в бюджете залаживалось на поддержку мелиоративных работ, то в этом году на 2022 год уже мы увеличим до 7,5. Ну, там нюансы есть, в рабочем порядке мы отработаем, там надо проектные работы, экспертизы пройти, нюансы есть, и мы по наследникам принципа по мелиоративным работам деньги предусматриваются на 2022 год по Верхоянскому району. У нас очень мощно по Верхояне идет заготовка сырого молока. У нас здесь два крупных предприятия, это Полис холода и Янопродукт, которые заготавливают молока на 1100 тонн, это Полис холода, и на 800 тонн Янопродукт. По Янопродукту в прошлом году они участвовали у нас в грантовой поддержке, и они получили больше, я сам лично участвовал в этом конкурсе, членом был комиссии, и 7,5 миллиона рублей на приобретение оборудования, на модернизацию вот этот цех оборудования мы дали. У нас стоит злободневный вопрос по Полису холода. У нас там здание старое, обветшее, там нужна очень хорошая реконструкция и капитальный ремонт. По изначальной стоимости там необходимо более 100 миллионов рублей. Мы на 2022 год заложили в своем бюджете, Минсельхоза заложили 56 миллионов. Ну, с копейками там мы заложили, поэтому мы, в принципе, уже начинаем. Если этого денег пока не хватит, мы два этапа при уточнении бюджета республики мы постараемся заявиться и доложить те средства, которые необходимо еще довести до ума данный объект. Вот поэтому вот по двум крупным заготовителям мы работы ведем. Так, да. Ну и я сам курирую Министерство сельскохозяйства традиционные отрасли севера. Это оленеводство, рыболовство. В принципе, по оленеводству, если остановиться по Верхоянскому району, то показатели, так сказать, неплохие, но у нас подвел, конечно, Талба. Предприятию мы помогли приобрести 2 года назад 400 голов оленей с Усянского района, но они в течение 2 лет умудрились потерять эти оленей. Поэтому у них показатели как бы пошли вниз на 22 год, на 1 января. До этого у них повышение было по поголовью. Но там больше 3000 чуть-чуть показывало, сейчас 2700 поголовья оленей. В прошлом году у нас Ортосала обменялись бычками с Булунским районом, Барагонским. Мы возместили барагонцам 150 тысяч, Ортосала 150 тысяч на транспортный расход, ну, на перевозку, на обмен бычков оленей. Вот такую практику мы будем держать. Но, в принципе, перспектива по оленеводству – это изгородное содержание, Андрей Сандомирович. Мы уже начали в Алтанском районе этот пилотный проект. Там мы хорошо профинансировались, и они начали показывать хорошие производственные показатели. Это захоронность оленей, рождаемость тугутов у них улучшается. Поэтому в этом отношении мы по горно-таежной зоне, а Верхоянск как раз относится к горно-таежной зоне, мы будем увеличивать финансирование по изгородному содержанию. Если, ну, уже подходит с Верхояна, подходил к нам Плотников Александр Александрович, до этого руководитель общины Харасала. И мы, в принципе, обговаривали эти вопросы по изгородному содержанию. Желание снизов не есть, и мы тоже, Минсельхоз, мы в этом направлении такую политику ведем, что в будущем у нас эта перспектива, это изгородное содержание линий. Но в этом направлении мы будем работать.
в этом направлении. И, конечно, соседние районы Устьяна, Булунские очень хорошими показателями по ленивству, поэтому, в принципе, обмен с кадрами, обмен опытом, с хорошими крупными предприятиями в этом направлении все равно район должен заняться, например, по возрождению чего-то оленеводства. 90-е годы, Андрей Семенович, знаете, у них доходило до 11 тысяч оленей в Верхояне. А сейчас имеем только 2700. Поэтому перспектива есть, олени пастбища есть. Господдержка с республиканского бюджета по поручению главы республики увеличилась на 21-25% на ставку на одну голову. В принципе, горно-таежная зона, там хорошая поддержка идет на одну голову. В принципе, этим можно заниматься и получить дополнительный доход от оленеводства. Но у меня вкратце все, Андрей Семенович. Если вопросы есть, я отвечу. Спасибо, Прокопий Романович, за очень содержательный, конкретный, вот чувствуется большой профессионал, Прокопий Романович, конечно, всем это известно. И, в общем, вы ответили на те вопросы, которые, собственно говоря, возникают. Почему падение поголовья, и на самом деле Верхояние всегда славилось, действительно были лидером в арктической зоне по сельскому хозяйству, по всем видам. И по крупному рогатому скоту, и по лошадям, и по оленям. И вдруг началась вот такая вот тенденция. То, что вы говорите, совершенно, значит, тут обсуждать нечего, и я не могу с вами этот вопрос обсуждать с профессионалом. Но надо, наверное, оказать очень такое предметное внимание должно быть. Мы на вас очень рассчитываем, Прокопий Романович, да, особенно вот, я так понимаю, изгородное содержание вы сказали, да, по оленеводству, очень перспективно. Давайте этим позанимаемся. Ну и, конечно, это кормовая база, если будет поддержана через мелиорацию, наверное, мы можем ожидать и определенные подвижки и по коневодству, и по крупному рогатому скоту, но этим надо заниматься. Это большая проблема для района, и вот готовясь к отчету, я еще раз почувствовал, что действительно в сельском хозяйстве перспектив для работы очень много. Надо восстанавливать, так сказать, былые позиции в этом вопросе. И давайте мы этим вопросом займемся очень предметно. Спасибо вам за поддержку двух самых главных производителей, и Полюс Холода, и Янопродукт. Надеюсь, они не подведут. Ну а оленеводы, наверное, должны быть повнимательнее. Как так? Дали и вдруг потеряли, понимаете, да? Всякое бывает. Ну, надо быть, наверное, проводить определенную работу. Спасибо. Разрешите попросить, значит, слово сказать заместителю министра строительства Афанасию Евгению Егоровичу, пожалуйста. Постройки у нас много тут разговоров. Что бы вы хотели добавить? Да, пожалуйста, Евгений Егорович. Добрый день, уважаемые жители Верхоянского района. Если коротко подводить итоги работы Министерства строительства по Верхоянскому району, то считаем необходимым отметить ввод 2 многоквартирных домов по программе переселения. Одним из самых масштабных мероприятий у нас на сегодняшний день это реализация республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. У нас до 2025 года запланировано расселить 887 граждан из 64 аварийных многоквартирных домов. Это у нас по 2 муниципальным образованиям, в поселке Батагай и в городе Верхоянске. У нас до конца года также планируется в рамках данного мероприятия ввод 2 многоквартирных домов от застройщика ООО «Арктика». Это в поселке Батагай 30-квартирный и в Верхоянске 24-квартирный. Также в ближайшее время планируется начать работу по подготовительным работам по 2 объектам. Также у нас «Арктика» и НПО «БГ» по 30-квартирным многоквартирным домам. Также нужно отметить то, что по мероприятию улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан по Верхоянскому району в прошлом году улучшили жилищные условия 16 граждан. Это одна многодетная семья, имеющая 5 и более детей, 5 граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, 3 по мероприятию обеспечения жильем инвалидов
и 7 молодых семей, которые получили субсидию на улучшение жилищных условий. Кроме того, у нас в прошлом году перераспределение средств были предусмотрены средства на строительство 6-квартирного жилого дома для молодых специалистов в Батагае. И по данному мероприятию и в этом году также предусмотрены средства и дополнительно еще включены 2 объекта по общереспубликанскому движению добрых дел. Это строительство 4-квартирного жилого дома для молодых специалистов в селе Импюр и многофункциональный культурный центр в селе Суардах. Если вкратце подводить итоги, у нас такие, Андрей Семенович, готов ответить на вопросы. Спасибо, Евгений Егорович. Я, будучи осенью в Верхояне, слышал такую информацию, мне дали, что все жители аварийных домов, зарегистрированные на 1 января 2020 года, будут расселены до 2025 года. Это так или нет? Андрей Семенович, на сегодняшний день у нас программа предусматривает расселение именно аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийных, до 1 января 2017 года. 17-го? Да. Угу. Но, Гаврил Ильич, когда будете докладывать, вы, пожалуйста, уточните это. Это именно вы мне говорили, чтобы у нас здесь не было разночтений. На самом деле, действительно, значит, было бы неплохо и к 2025 году решить все эти вопросы, которые были до 2020 года. Кстати, такое же поручение есть президента страны. Владимир Владимирович как-то сказал, что надо сдвинуть этот срок до 2020 года. Уточните, пожалуйста. Спасибо. Я попрошу сейчас слово сказать Джаниту Станиславовну Бельчусову, руководитель департамента стратегического планирования Министерства Арктики. Вот она нам расскажет, какие стратегии у межведомственного нашего основного министерства, которое отвечает за реализацию стратегии развития Якутской Арктики, как в рамках стратегии всей страны, так и в рамках стратегии нашей республики. Пожалуйста, Джанит Станиславовна. Уважаемые жители Верхоянского улуса, уважаемый Андрей Семенович, уважаемые коллеги, значит, Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия совместно с другими органами исполнительной власти республики в 2021 году проводилась работа в рамках реализации федеральных стратегических документов по развитию Арктики, утвержденных президентом страны. Это основа государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также стратегии социально-экономического развития арктической зоны Республики Саха-Якутия на период до 2035 года. А драйвером развития Янского бассейна, включающего Устьянский, Верхоянский и Венобутантайский районы, значит, он связан с исторически сформированным территориально-производственным комплексом по добыче руд полезных ископаемых, в первую очередь олова и золота, а также перспективными планами по освоению новых месторождений. Комплексное развитие территории, предусматривающее строительство объектов энергетической транспортной инфраструктуры, освоение минеральной сырьевой базы твердых полезных ископаемых Янского бассейна, в том числе золоторудного месторождения Кючус, месторождения серебра Прогноз, депутатского оловорудного месторождения и месторождения олова Терехтях. Значит, работа также велась и в других направлениях. Значит, в прошлом году, значит, главой республики была поставлена задача все-таки вот решить проблему, улучшить проблему продовольственного снабжения арктических районов. Полномочия в Министерство Арктики были переданы 7 октября постановлением правительства Республики Саха-Якутия, но, тем не менее, Минартики, начиная с 2020 года, совместно с Якутопторгом, значит, занималась вопросом по реализации проекта по созданию сети торгово-логистических центров во всех 13 арктических районах. Проект предусматривает не только строительство торговых центров продовольственного снабжения, но и создание внутрирайонных транспортных сетей для регулярного завоза грузов сельским поселениям. Планируется также реализовать
функции по организованному закупу, первичной переработке, хранению, сбыту продукции местных товаропроизводителей, в том числе и продукции традиционной хозяйственной деятельности жителей арктических районов. Значит, реализация проекта, она предполагает, что будут созданы точки роста для развития местной экономики, предпринимательства, обеспечены условия для повышения рентабельности традиционной хозяйственной деятельности. В 2021 году за счет средств республиканского бюджета в рамках госпрограммы развития арктической зоны Республики Саха-Якутия и коренных малочисленных народов Севера на 2020-2024 годы было построено 2 торгово-логистических центра в поселке Белая Гора Абыйского района и в поселке Усть-Куйга Усянского района. Выбор строительства этих ТЛЦ был обусловлен тем, что данные населенные пункты являются местом депонирования годового объема социально значимых продовольственных товаров для 6 соседних арктических районов с максимально удобной логистикой. Значит, по итогам, проведенной в течение 2 лет с 2020 и 2021 году с Минвосток развития России, достигнуто федеральное финансирование данного проекта по созданию торгово-логистических центров. Поэтому федеральное финансирование, существенная сумма в размере около миллиарда рублей. Вот таким образом, финансирование в 2022 году примерно будет, федеральное финансирование будет составлять почти 90% от общей суммы. Значит, с 2021 года начала осуществляться новая схема завоза продовольственных товаров. Она состоит структурно из 3 составляющих. То есть первое – это модернизация инфраструктуры хранения и сбыта продовольственных товаров, строительство торгово-логистических центров с современными складскими помещениями взамен изношенных построек 60-х, 80-х годов, обеспечит возможность хранения годового запаса продуктов в надлежащих условиях без потери качества на весь срок их хранения. Значит, второе – это оптимизация транспортной логистики завоза грузов в районные узловые логистические центры. Это минимизация объемов дорогостоящего завоза автомобильным транспортом и максимальный переход на завоз основных объемов водным транспортом в летний период. И третье – это создание внутрирайонных транспортных схем для регулярного завоза продуктов в малые поселения. Здесь ожидается эффект от новых возможностей завоза при применении как малой авиации, так и новых видов водного транспорта, наземной, амфибийной, вездеходной техники. Эффект от внедрения новой схемы в полной мере будет достигаться по мере завершения ввода объектов сети ТЛЦ с внутрирайонной транспортной сети. Изменение логистики позволило уже в 2020-2021 году завести значительно больше объема грузов, чем в предыдущие годы. Жителям 42 труднодоступных поселений арктических районов уже в сентябре 2021 года были доставлены свежие овощи. С учетом поставленной президентом страны задачи по повышению уровня жизни в арктических районах, предстоит кратно увеличить объемы завоза. По созданию условий для применения малой авиации созданы условия в бюджете республики на 2022 год, предусмотрено финансирование содержания авиаплощадок в размере 25 миллионов рублей, что обеспечит расширение охвата малых населенных пунктов авиасообщениями. Для отдаленных арктических поселений это единственный вид круглогодичных сообщений. Также в 2022 году Экотопторг планирует, Андрей Садамович уже упомянул об этом, планирует часть объема северного завоза впервые доставить в республику через Севморпуть. И это значительно сэкономит стоимость продуктов, а также даст импульс остальным арктическим территориям чаще прибегать к морскому транспорту. В результате проведения всех этих мероприятий должна будет выстроена оптимальная логистика завоза, хранения, сбыта продовольственных товаров. Сейчас правительству выделены средства на разработку проектно-сметной документации на 3 торгово-логистических центра. Это в Среднеколымске, Батагае и Жиганске. И в этом году будет начато строительство в Батагае в том числе. Конкретно по Верхоянскому и соседнему Ивено-Петантайскому району на 2022 год запланированы следующие мероприятия. Это строительство торгово-логистического центра. И также в связи с мелководностью перекатов и устьевых баров океана, затрудняющих завод в навигационный период, в целях загрузки запланированного этого торгово-логистического центра и обеспечения Верхоянского района продовольственными товарами
Якутопторгом уже приобретен мелкосидящий буксир «Виктор Худорожка» с 2 баржами общей грузоподъемностью 450 тонн, который позволит завозить продовольственные грузы до поселка Батагай в период навигации с возможностью дальнейшей доставки грузов для нужд Ивано-Батентайского района. Также планируется приобретение вездеходной техники с колесной базой 6х6 для завоза и вывоза грузов из отдаленных, в отдаленные и обратно отдаленных населенных пунктов. И также будет произведена дальнейшая оптимизация маршрутов, аэропортов базирования малой авиации для снижения издержек. В целом, в целях изучения проблем продовольственного обеспечения арктических районов Министерством Арктики в 2021 году была инициирована разработка научной прикладной научно-исследовательской работы. И по итогам обсуждения результатов исследования, утвержден план разработки системы проектов нормативно-правовых актов, в том числе законопроектов федерального уровня. Это то, о чем говорила Галина Иннокентьевна. И сейчас Минарктики с Госкомитетом по обеспечению жизнедеятельности, с Якутопторгом, ведется работа с Минвосток развития, с ФАНУ Восток Госплан, в целях разработки пакета федеральных законов, касающихся северного завоза. Также ведется работа с госкорпорацией «Росатом» в рамках работы по оптимизации действующих схем завоза, использования возможностей силового пути. Кроме того, в рамках решения поручения главы нашего по повышению продовольственной обеспеченности правительством утвержден комплекс мер по созданию условий для приоритетного развития производства местной продукции для повышения уровня продовольственной самообеспеченности арктической зоны Республики Саха-Якутия, в котором предусмотрены 4 блока. Это развитие животноводства и птицеводства, который включает по мероприятия продолжение по поставке мероприятий скороспелой живности, проведению обучения домохозяйств, также мероприятия по поддержке оленеводства, мясомолочного скотоводства. По развитию пищевого и перерабатывающего производства, будут предусмотрены мероприятия по организации поддержки производства молока, молочной, кисломолочной продукции, а также по модернизации оборудования хлебопекарен. На эти направления в бюджете предусмотрены 16,5 миллионов рублей на организацию кисломолочной продукции и 3,5 миллиона рублей на модернизацию оборудования хлебопекарен. Насколько я знаю, порядки сейчас министерствами отрабатываются, скоро будут проведены отборы, мы администрации обязательно уведомим, так что вы активно участвуете. И также предусматривается развитие овощеводства, поддержка развития овощеводства, тепличного хозяйства, сбора дикоросов. Здесь планируется проведение курсов по овощеводству, ведению тепличного хозяйства, и поддержка этих мероприятий. И также будет блок такой кадры для развития производства местной продовольственной продукции. По данному блоку будет проводиться работа по изменению действующих мер государственной поддержки лиц, занятых производством местной продукции, выездное обучение специалистов. Планируется внесение изменений в положение о предоставлении ежемесячных денежных выплат молодым специалистам, работающим в сельском хозяйстве в части предъявляемых к ним критериев, и также организация пришкольных участков по овощеводству и тепличному хозяйству. По направлению экология и проекту «Чистая Арктика». Министерством Арктики осуществляется проект по очистке прибрежной части арктической зоны от накопленного металлолома с вовлечением представителей бизнес-сообщества. И проводится работа с представителями Минобороны по инвентаризации, дальнейшему вывозу и утилизации металлолома и военного имущества. Так в Булунском районе представители специализированной организации Минобороны обязуются за счет собственных средств осуществить демонтаж зданий, строений, сооружений, очистку металлолома с последующим вывозом с территории республики в 2022-2023 годах. Компания ВСП «Ресурс» в Устьянском районе планирует, она в 2021 году собрала уже порядка 2000
тонн металлолома, и в рамках соглашения с районом запланированы работы по утилизации порядка 20 тысяч тонн металлолома, полной очистки территории поселка Северный, Усть-Куйга и Депутатский. Так, и, значит, в Верхоянском районе компания «Полиметалл», она, реализующая проект по разработке месторождения «Прогноз», тоже планирует очистить 12 гектаров территории от накопленного предшественниками металлолома. Значит, ей тоже направлены предложения о том, чтобы компания подключилась к проекту «Чистая Арктика». Значит, как вот Федосия Васильевна сказала, что на федеральном уровне поддержана инициатива по реализации проекта «Дети Арктики», значит, в 6 раз увеличивается финансирование проезда детям из арктических районов для отдыха и оздоровления. И дальнейшая работа тоже будет вестись по увеличению этой суммы. Значит, по вопросам связи, вот сегодня тоже об этом поднимали вопрос, по данным вот Мининновации, министр инноваций, вот он буквально сегодня опубликовал тоже о том, что все арктические, значит, районные Джанита центры... Станиславовна, вы меня слышите? Да. У вас выступление больше, чем у меня уже получилось. Ну, я прошу прощения. Но надо быть лаконичнее, надо учиться этому. У вас что еще важное сообщить? Ну вот я хотела еще сказать из того, что не прозвучало, что по поводу, значит, туристического кластера мы говорим о том, что он вошел в соглашение между акционерным обществом корпорации «Туризм» и Республикой Саха о долгосрочном взаимодействии, в течение которого будут разработаны мастер-планы вот этих кластеров в Булунском, Верхоянском районе. Спасибо, Женя Станиславовна, Все, за подробное, спасибо. да, но надо вот в следующий раз, когда будете готовить, более лаконично. Вы все правильно говорите, Да, но прошу прощения. короче, пожалуйста. Значит, я хотел просто еще добавить, с точки зрения, значит, вот район большой, много населенных пунктов, он этим и отличается от многих арктических наших районов. Надо обратить внимание, сейчас в федеральном правительстве готовится документ о восстановлении авиационных площадок. У нас авиационные площадки в запустении. Многие населенные пункты эти авиаплощадки потеряли в принципе. Надо посмотреть внимательно, по Верхоянскому району это очень актуально, с большим количеством населенных пунктов, что можно сделать по развитию сети авиационных площадок для упрощенного принятия воздушных судов. Пожалуйста, посмотрите на это, ладно? И да, второй вопрос, проясните, пожалуйста, значит, каким образом энергетика атомной станции малой мощности повлияет на улучшение энергообеспечения Верхоянского района. Это вопрос такой не сегодняшнего дня, но держите его на контроле, потому что есть разные мысли, что в принципе электроэнергию можно довести и до каких-то населенных пунктов Верхоянского района. Это будет важно. Спасибо. Значит, я попросил бы сейчас высказаться Марию Михайловну Аргунову, первого заместителя министра экономики. Я специально вам даю вот это в заключение нашей беседы. Вы послушали сейчас, значит, какие у нас планы, какие новые объекты планируются. Пожалуйста, прокомментируйте, как все-таки за инвестпрограмму отвечает Министерство экономики. И еще хотелось бы знать ваше мнение о взаимодействии с районными властями в этом вопросе. Пожалуйста, Мария Михайловна. Спасибо, Андрей Сандаминович. Уважаемые жители Верхоянского района, уважаемая Елена Кентина, Федосия Васильевна, добрый день, добрый вечер. Вкратце, да, если сказать про инвестиционную программу Республики Саха-Якутия, у нас в 2022 году именно по Верхоянскому району в село Хаисардах планируется ввод объектов ФАП и врачебной амбулатории в село Сайды Верхоянского района. Да. Но здесь я хотела бы отметить, что вот коллеги с Минстроя тоже дали информацию по поводу переселения граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения
по линии других, ну, по другим отраслям вот жилья. Да. Всего объем инвестпрограммы по Верхоянскому району за 2022-2024 год у нас запланирован в размере 2 миллиардов 191. В том числе здесь государственный бюджет Республики Саха-Якутия задействован в размере 801 миллиона рублей и федеральный бюджет 1 390 000 000. Здесь я хотела бы сразу отметить ремарку, что эти средства я озвучила с учетом программы переселения из аварийного ветхого жилого фонда, который составляет большую долю, да, из этих сумм. Школа-сад, да, на сегодняшний день в 2022 году в Верхоянском районе в село Сайды на 80-40 мест предусмотрено средства бюджета в 2022 году 83,1 миллион рублей, 240,5 миллионов рублей в 2023 году и завершающий этап 185,6 миллионов рублей в 2023 году. Данный объект правительство планирует ввести в 2024 году. И для ввода данного объекта в 2024 году необходимость средств останется еще 37 миллионов рублей. Отмечаю, что по этому объекту в настоящее время готовится аукционная документация для проведения закупки на выполнение строительно-монтажных работ. И закупки планируется до конца февраля объявить аукцион. Также по общереспубликанским движениям «Моя Якутия в 21 веке» коллеги с Минстроя тоже сказали. И у нас есть проект, да, в поселке Батагай, детский сад строится на 140 мест по программе государственно-частного партнерства. Но здесь у нас, сроки ввода данного объекта затянулись. Сейчас находится, в данный объект вы, наверное, все видите, да, жители поселка Батагай, что он строится уже несколько лет. Мы этот проект на сегодняшний день планируем завершить в 4 квартале 2023 года. Но здесь у нас, к сожалению, попался, да, недобросовестный строитель по государственно-частному партнерству. Сейчас с ним ведутся у нас судебные дела. Но этот объект мы обязательно планируем к завершению, поэтому 2023 год мы себе ставим цели завершить этот объект. Дальше я хотела бы вкратце сказать, да, что мы посмотрели в целом, да, потребность района по строительству социальной инфраструктуры в части образования, да, здравоохранения, объектов культуры и физической культуры и спорта. И тут видно, что в районе очень большая потребность имеется. По объектам образования на сегодняшний день заявлено 6 объектов. Да? Это школа, сады и школы на 165 учащихся в село Улахан-Кёль Верхоянского района, в село Бетенкёй, Сайды, Батагай, Юнкер. Практически можно сказать, что по всем муниципальным образованиям, Андрей Санденович, тут просматриваются потребности в строительстве социальной инфраструктуры. Очень много потребностей имеются по объектам здравоохранения. Их у нас на сегодня 15 позиций. Это тоже тут представлены практически все муниципальные образования Верхоянского района. И здесь я хотела бы дать информацию, как вообще мы ведем формирование инвестиционной программы и по каким критериям и по каким положениям у нас те или иные объекты попадают в инвестпрограмму. В 2020 году у нас, в 2021 году проведена работа Министерством экономики в части очередности всех потребностей республики. Тут, не только Верхоянский район, да, у нас потребность на самом-то деле очень большая, аварийные и так далее, социальных объектов у нас по республике много, несмотря на то, что республика ежегодно не менее 10 школ, да, вводит, много проводит работу по строительству и объектов здравоохранения и так далее. Здесь мы в первую очередь рассматриваем критерии эффективности достижения отраслевых индикаторов, да, характеристики технического состояния объектов и вообще в целом эффективность деятельности учреждений. Да, что достижение отраслевых индикаторов
Что это значит? Да? У нас по всем отраслям экономики, будь это здравоохранение, образование, там, ЖКХ и так далее, везде установлены показатели эффективности. Да? Они все привязаны к национальным целям, к стратегии развития и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия. И сейчас уже идет понятие единого плана, да, по которому мы сейчас работаем тоже, в том числе с муниципальными образованиями. Вот и критерии достижения эффективности вот отраслевых индикаторов, они, можно сказать, являются важнейшим критерием, да, тот или иной объект, который вкладывает в достижение данных показателей. И это может быть и критерии муниципального образования, потому что мы с этого года начали работу, как бы спускаемся до уровня муниципальных образований, и эти критерии, которые мы определяем для развития республики, мы уже будем в привязке с муниципальными образованиями и уже там предусматривать через государственные программы и так далее, да, инструменты финансирования, реализации и так далее. Также помимо вот этих критериев, да, обязательных, будем так говорить, да, есть еще критерии отраслевые, да, это могут быть, к примеру, допустим, если взять здравоохранение, это качество образования, да, там отраслевые министерства, какие себе там критерии ставят, вот они и как бы являются отраслевыми критериями. Также мы, конечно же, смотрим возможности подключения планируемого к строительству объекта к инженерным сооружениям. Это у нас электрическая энергия, обеспеченность отоплением, водой и так далее. И, конечно же, рассматривается здесь транспортная доступность в том числе, да, обеспеченность транспортной. Верхоянский район на 2022 год из перечисленных объектов предоставлено только на софинансирование строительства объектов 4-квартирный жилой дом для молодых специалистов в селе Юнькюр. И данная заявка будет внесена на рассмотрение межведомственной конкурсной комиссии проекта «Родные города и села» для включения в перечень объектов, финансируемых в 2022 году. По строительству объектов сельского хозяйства. Строительство животноводческого комплекса на 120 голов в городе Верхоянск запланировано на 2022 год. Строительство механизированной летней фермы Сайлык на 120 голов на участке Истах Слабинского наслега будет рассмотрен в 2022 году при очередном уточнении бюджета. И финансирование строительства нового коровника на 60 голов для разведения якутской породы КРС в 2022 году запланировано открытие в Верхоянском улусе отделения якутский скот. В 2022 году запланировано строительство коровника на 50 голов за счет небюджетных источников с последующим выкупом в государственную собственность. Вот основные постановочные вопросы капитального характера, которые были заданы в прошлом году, и будут отрабатываться в дальнейшем в течение 2022 года. Также их нужно будет отразить в протоколе в протоколе этого года. Если сказать по инвестиционной программе, Мария Михайловна также озвучила, порядка 150 миллионов рублей было профинансировано в 2021 году в Верхоянском районе. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было профинансировано 22,2 миллиона рублей. На обеспечение жильем молодых семей 2,5 миллиона рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда порядка 120 миллионов рублей было профинансировано. По общереспубликанскому движению добрых дел на 6-квартирный жилой дом для молодых специалистов в поселке Батагай было профинансировано 5 миллионов рублей. И в 2022 году ожидается строительство ФАПов в Хайсардах и врачебной амбулатории Сайды. Это что касается постановочных вопросов и исполнения протокола. Что касается программы поддержки местных инициатив, которые курирует Министерство финансов Республики, то с 2020 года по данной программе в соответствии с указом главы о проекте «Родные города и села» реализуется в рамках республиканского проекта «Родные города и села», в связи с чем выбор инициативных проектов программы поддержки местных инициатив проходит с использованием цифровой платформы One Click Якутия. Для участия в конкурсе ППМИ в муниципальных образованиях Верхоянского района в 2021 году было проведено 19 собраний с населением. На конкурс поступило 19 заявок с проектами на общую сумму 39 миллионов 382 тысячи рублей. По итогам заседания конкурсной комиссии в 2021 году
конкурсный отбор прошли 17 заявок от Верхоянского района. Ну, из 19 прошло 17, достаточно неплохо. Общая стоимость проектов составила 34 миллиона 226 миллионов тысяч рублей. Средства субсидий из госбюджета составили 23 миллиона 586 тысяч рублей. В 2022 году прием конкурсных документов для отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, Министерством финансов Республики осуществлялся в период с 30 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года на цифровой платформе OneClick Якутия. В 2022 году в муниципальных образованиях Верхоянского района было проведено 13 собраний с населением. На конкурс поступило 16 заявок с проектами на общую сумму 31 миллион 108 тысяч рублей. Потребность субсидии из госбюджета на 2022 год составила 23 миллиона 658 тысяч рублей. Все заявки допущены к конкурсу. Ближе к концу февраля, я думаю, конкурсная комиссия у нас соберется, определим победителей, и из 500 миллионов рублей, которые предусмотрены в этом году, я думаю, что Верхоянский район, большинство заявок должно пройти. Также в республике в течение 2019-2021 годов проведена работа по переходу методики распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований по принципу модельный бюджет. По следующим этапам: с 2020 года муниципальные районы переходят, с 2021 года городские и сельские поселения. В настоящее время распределение объема дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований с использованием принципа модельных бюджетов обеспечено 100%. В соответствии с законом Республики о государственном бюджете на 22 плановый период 23-24 года на 22 год дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов составляет общая сумма 22 миллиарда 833 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом увеличена на 2 миллиарда 143 миллиона рублей. По Верхоянскому району дотация на 2022 год составила 1 миллиард 70 миллионов рублей, что выше уровня 2021 года на 42 миллиона 700 тысяч рублей. Субвенция на выполнение отдельных госполномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений составляет 10 миллиардов 460 миллионов рублей, что также выше 2021 года на 1 миллиард 393 миллиона рублей. По Верхоянскому району общий объем субвенции составил 486 миллионов рублей, что выше уровня 2021 года на порядка на 70 миллионов рублей. За 2021 год Министерством финансов Республики по обращениям глав муниципальных образований Верхоянского района предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В исполнение поручения главы республики муниципального образования поселок Батагай для приобретения квартир в муниципальную собственность с последующей передачей пострадавшим от пожара жителям по договору соцнайма было выделено 3 миллиона рублей. Муниципальному образованию Адычинский наслег в целях исполнения вынесенного судебного решения по иску Верхоянской районной прокуратуры о предоставлении жилого помещения семье Юмшановых в связи с их проживанием в аварийном многоквартирном жилом доме в селе Бетенкёс Верхоянского улуса было выделено 800 тысяч рублей. Всем муниципальным образованиям Верхоянского района на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, связанных с принятием изменений, внесенных в действующий акт республики, было выделено 45 миллионов 300 тысяч рублей. А также по итогам анализа местных бюджетов в апреле 2021 года выделена дотация на сбалансированность в сумме порядка 20 миллионов рублей. Следующим поселением это город Верхоянск 1,8 миллионов, поселок Эсэхая 1,5 миллиона, Адычинский наслег 300 тысяч, Арылахский наслег 1,5 миллиона, Бабушкинский наслег 1,6 миллиона, Бреласский наслег 2 миллиона 300 тысяч, Бурлакский наслег 2,7 миллионов, Дулгалавский наслег 1,2 миллиона, Сартанский наслег 2 миллиона, Столбинский наслег 1,3 миллиона, Черемчинский наслег 1 миллион, Эльгинский наслег 1,2 миллиона и Янский наслег 1 миллион 400 тысяч рублей. Это вот что было сделано Министерством финансов в 2021 году. То есть, Миш, у меня вкратце все. Николаевич, вот такое пожелание есть, да? Вы мне дали информацию по вот анализ исполнения сводного протокола постановочных вопросов населения о деятельности за 2020 год. Значит, вы сегодня о нем подробно доложили. Я вот его посмотрел,
порядка там 20-25 пунктов из 60, там есть такие фразы, значит, ну, должны представить, там, необходимо подать заявку в МСУ и так далее, и так далее. Тут вещь такая, значит, есть у меня опасение такое, да, что нет такой четкой координации между правительством и ответственными людьми, прежде всего, конкретными людьми в правительстве, и, значит, органами муниципальной власти. За координацию отвечаете вы, Павел Николаевич, да, значит, вы не первый год работаете, поэтому такое пожелание, давайте сделаем следующий шаг в этом году, да, и действительно вам в помощь, чтобы, ну, было у вас, так сказать, была такая возможность. Создадим некую рабочую группу из тех людей, которые здесь находятся у нас, да, сегодня на совещании, на связи. Ведь на самом деле, вы правильно говорите, 15 объектов здравоохранения, 6 объектов образования. Вот, пожалуйста, 21 объект. У нас здесь министр, значит, здравоохранения Лена Николаевна, и у нас председатель комитета по образованию, культуре, значит, науке Федосия Васильевна. Ну, если они вам в помощь придут, значит, и при соответствующем, конечно, отношении со стороны руководства района, лучше будем исполнять протокол, как вы думаете? Вам это, ну, да, нужна такая помощь? Да. Ну и я помогу, чем смогу. Хорошо? Давайте так договоримся, эту работу вот так будем выстраивать, чтобы, а то получается, мне, на мой взгляд, может я ошибаюсь, что вот составили такой толстый протокол, Павлу Николаевичу на стол положили, делать, что хочешь. Вот вы там в течение года, у вас своя работа, безусловно, очень большая и важная. И здесь нужна системность некоторая, да, это какие-то регулярные совещания, значит, ну и, соответственно, значит, какая-то стимуляция. Вот вы говорите, ну, там нужны документы там, по водоочистке, там, по каким-то объектам от района. Ну, давайте поможем, во-первых, их подскажем лишний раз. Ну и Гаврилу Ильичу, конечно, большая просьба активнее ставить эти вопросы. У вас есть очень важный, вам с куратором повезло, первый заместитель министра финансов, опытнейший человек. Он знает, и в какое министерство ходить, и как вопрос поставить, и как написать, для того, чтобы это в конце концов закончилось неким бюджетным результатом, понимаете? А вот Федосия Васильевна, опытнейший человек, председатель комитета в Госсобрании, Галина Накентьевна всегда поможет. Поэтому давайте воспользуемся этими, ну, так скажем, в кавычках, лоббистскими возможностями верхояния и как-то вот активизируем, более внимательно отнесемся к исполнению протокола этого года. Спасибо. Я, собственно говоря, этим и закончил. Хотел закончить, значит, отчет, сам по себе отчет правительства. Вы услышали тех людей, которые, мы думаем, что было вам интересно послушать. И я бы сейчас попросил, Гаврил Ильич, вас, Екатерину Васильевну, Владислава Михайловича, как руководителя отделения «Единой России», значит, высказать свою точку зрения. Ну и потом послушаем, конечно, кто сможет и кого мы сможем услышать с техническими возможностями товарищей с места. Гаврил Ильич, пожалуйста. Но просьба такая, лаконично очень. Ладно, спасибо. Добрый день, Андрей Сандоминович. Добрый день, уважаемые участники правительственного отчета. Ну, действительно, Верхоянский район – это уникальный район, самый по численности муниципального образования, по численности населения и по численности экономики. Действительно, некоторые вопросы ставятся, ну, десятилетиями. Ну, последние 2-3 года мы имеем четкую программу развития нашего района. Есть определенные сдвиги положительные. Ну, это возьмем строительство, наконец-то, автозимника, продленное действие по направлению Тополиная-Барлас. Сейчас остается отрезок Барлас-Верхоянск, где по поручению председателя правительства должны мы провести экспедицию для определения маршрута или схему
устройства этой автомобильной дороги. Ну, также вот вопрос, наконец-то, сдвинулся с мертвой точки, это строительство Волца, который нам необходим как воздух, ну, в связи с переходом на цифровую экономику. Ну, в первую очередь, это касается для образовательных процессов и в целом развития экономики нашего района. Да, ну, также остро стоит вопрос по водоснабжению. Ну, я глубоко убежден, при поддержке правительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, мы этот вопрос начнем реализовать в 2023 году. Ну, также вот вопрос водоотведения стоит остро в поселке Батагай, в городе Верхоянске. В этом плане у нас пока общего понимания нету, то есть ну, подыскиваем инвестора, но в связи с отдаленностью, в связи с дороговизной расхода, ну, доставки, это строительство, инвесторы, ну, пока воздерживается. Ну, также у нас вот, конечно, население нашего района очень надеется в исполнении и реализации указа президента Российской Федерации, указа главы нашей республики по обеспечению централизованным теплоснабжением наших сельских территорий. Сейчас вопрос очень остро стоит в сельских территориях. Сейчас проблема номер один – это благоустройство. Молодые специалисты приезжают и сразу же через год-два, ну, уже собираются обратно в центральные районы, город Якут, в связи с отсутствием благоустройства. Поэтому, если мы хотим развивать Арктику, в первую очередь должны создать комфортные условия, которые обозначены, ну, выше указанном в указах. И вы совершенно верно сказали, что нам необходимо организовать рабочую группу и периодически проводить рабочие совещания по тем или иным вопросам, которые реализуются на территории нашего района. Наш район, если вот проанализировать, да, участвует или соприкоснулся во всех национальных проектах. Ну, благодаря, конечно, вот работе главы республики, правительства. Поэтому, ну, население и руководство района убежден, вот в ближайшие годы, конечно, будет улучшено или создано условия для проживания и развития. Что касаемо сельского хозяйства, конечно, здесь есть и объективные, субъективные причины уменьшения поголовья, ну, основных видов сельского хозяйства. Но мы в этом году еще раз проанализируем. Поддержка и понимание со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства есть. Вот буквально в конце года при министре сельского хозяйства мы провели рабочее совещание для определения основных направлений развития сельского хозяйства нашего района. Что очень отрадно, да, Минсельхоз нам уделил внимание по развитию кормопроизводства, то есть выделил финансовые средства для проведения научных работ. В этом году тоже готов поддержать наши проекты. Это строительство гидротехнических сооружений лиманного орошения. Поэтому я надеюсь, при слаженной работе мы, ну, дадим толчок развития нашего района и в целом Арктики, нашей республики, нашей России. Все у меня. Екатерина Васильевна Наговицына, председатель районного совета депутатов. Пожалуйста, Екатерина Васильевна, что бы вы хотели добавить от имени депутатов? Добрый вечер, Андрей Сандаминович, Федосия Васильевна, Павел Николаевич, Лена Николаевна, уважаемые участники сегодняшнего совещания отчетного.
Все, что сегодня вы озвучили, наши основные проблемы Верхоянского района, и как они реализуются, и как будут реализовываться, как будут вводиться в жизнь, мы сегодня отчетливо услышали. И ваше предложение по созданию рабочей комиссии по проведению периодических совещаний по реализации поставленных вопросов, проблемных вопросов наших жителей. Мы это поддерживаем и будем работать. И от себя лично вдобавок хотела бы выразить благодарность министерствам и ведомствам. В течение 2021 года мы, депутатский корпус, совместно с ведомствами и министерствами провели более 10 общественных приемов граждан совместно с общественной приемной руководителя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева, который в республике у нас курируется Еленой Христофоровной Коломаревой. И каждый житель мог обращаться конкретно к специалистам, к министерствам и решать свои частные вопросы. И хотелось бы, чтобы эта практика продолжалась, и мы готовы с вами сотрудничать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Екатерина Васильевна. Вы не забывайте оценивать работу правительства. Спасибо. Ну и вот недавно руководителем районного отделения «Единой России» стал Иванов Владислав Михайлович. Ну, он человек не новый в районе, знает и работу администрации, сегодня работает в районной больнице. Пожалуйста, Владислав Михайлович, вам слово. Что скажет правящая партия? Вы на связи, Владислав Михайлович? Вы меня слышите? Гаврил Ильич, меня слышно вообще, да? Слышно, Андрей Андреевич. Хорошо, но его просто на связи нет, я так понимаю, да? Понятно. Тогда давайте мы перейдем к тем, кто бы хотел еще высказаться. Очень интересно, кто на связи у нас из Наслегов? Гаврил Ильич, вы там, вам виднее на месте, руководите этим процессом кому-нибудь, ну, из Наслегов, из представителей предприятий. Хорошо. Хорошо, Андрей Андреевич. Сурдавский наслег на связи, Дулваласский наслег. Алло, здравствуйте. Да-да. Слышно? Здравствуйте. Слышно хорошо, это кто? Это глава Сурдавского Владимир Павлович наслега. Стручков, да? Да. Добрый день. Очень приятно. Слушаем вас, Владимир Павлович. Так, во-первых, благодарим за поддержку и внимание проблем нашего наслега, председателя правительства Тарасенко Андрея Владимировича и главе района Чиркова Гаврилу Ильичу. Мы знаем, что по поручению правительства идет исполнение. Хотели бы сейчас услышать, на какой стадии находится. Во-первых, покупка спецтехники для углубления дна реки Дугалах. Второе, выплаты переселенцам. 7 жилых домов из зоны обрыва. И третьих, строительство центральной котельной. Ну, у нас тут финансирование средств на ПСД. Мне сказали, где-то 4 миллиона стоит проект. Вот мы не знаем, как вот муниципальное образование в Свардах, как будет оплачивать вот 4 миллиона. Или с министерства какие-нибудь финансирования будут или нет. Все. Спасибо. Ну, давайте мы, я так услышал, углубление реки Дулгалах, второе котельное, да? Третий какой вопрос был? Еще раз напомнить. Третье, строительство котельной, центральной котельной. Не, котельную я написал, ПСД. углубление Дулгалах. Еще два вопроса, да? Да, еще третий вопрос. Выплата переселенцев. 7 жилых домов из зоны обрыва. Все понял. Переселение из зоны разрушения береговой линии, да? Да. Гаврил Ильич, может, прокомментируете?
по этим вопросам, с кем вы были, с кем вы обсуждали? Так, по приобретению экскаваторной техники по поручению председателя правительства Минтранс Республики Саха-Якутия выделил финансовые средства казенному предприятию «Дороги Арктики». В данное время контракт заключен, оплата произведена. Сейчас вопрос решается доставки до села Суордах для проведения русловыпрямительных работ реки Тулгала. Также через Министерство экологии выделено 9 миллионов рублей на эти работы. Так, по строительству котельной, то есть по разработке проектно-сметной документации, по разработке проектно-искательских работ, тех задания ГУП ЖКХ утвердила. В данное время источник финансирования не определен. Так, по третьему вопросу, вопрос уже несколько лет стоит перед правительством республики. Конкретного решения данного вопроса на сегодняшний день нет. Поэтому этот вопрос открыто стоит. Те жители, которые попали в зоне разрушения, волнуются, ждут конкретное решение. Мы в прошлом году расчеты предоставили по методике по квадрат на квадрат и по численности семей. Общая сумма 17 миллионов 300 тысяч рублей. Павел Николаевич тоже в курсе, может это комментировать. Значит, я вот что скажу. А сколько человек должно быть в зоне риска на береговой линии? Сколько домов? 7 домов. 7 домов. А количество семей? 7 семей. Это индивидуальные дома, да? Да, индивидуальные дома. Понятно. Значит, Павел Николаевич, вы что-то можете прокомментировать по переселению? Вам известна эта проблема? Да, вопрос ставится. Не первый год ставится вопрос. Это в программе Министерства экологии данное направление. Финансирование пока не предусмотрено, и должен быть порядок положения по выплатам данным. И там дело в том, что 7 семей уже конкретно находятся, 7 домов в зоне подтопления, но там берег, река смывает берег, и, возможно, дальше может пойти. Поэтому 7 домами может и не закончиться. Вопрос до этого ставили по берегоукреплению данного, но это идет через федеральный бюджет, федеральные полномочия. Там тоже сложно, чтобы попасть, добиться выделения средств федерального бюджета, и суммы там очень большие. Давайте мы поэтапно будем этот вопрос рассматривать. Вот смотрите, Министерство экологии выделило 9 миллионов. Значит, Министерство транспорта решило вопрос по экскаватору. Давайте мы довезем экскаватор, и посмотрим, насколько он поможет остановить это разрушение береговой линии. И 9 миллионов, о которых сейчас говорил Ильич, они выделены, да? Министерством экологии. Что вы это? Но они же должны повлиять на, разрушат или не разрушится. Если русло изменить, Андрей Владимирович мне рассказывал про эту проблему. Значит, экскаватор нужен для того, чтобы изменить русло. Если русло будет изменено, разрушение берега прекратится. Вот в чем физический процесс. Значит, давайте дождемся, как сработает экскаватор. Это первое. Второе. Значит, отселение уже аварийных 7 домов, 7 семей, это не вопрос Министерства экологии, Павел Николаевич. Это, мне кажется, другая компания. Вот как раз Семен Илларионович у нас на связи. Пожалуйста, здравствуйте. Добрый день, Андрей Сантимирович. И как вы там по Суордаху решаете вопрос? Расскажите. Так, по береговой линии, реки Долхала, село Суордах, действительно 9 миллионов рублей предусмотрено.
Мы ждем технику, которую только что сейчас говорили, и, соответственно, выпрямление линии русла реки Долхала, чтобы берег не смывало. Эту работу будем проводить в этом году. Вкратце так, Андрей Сандомирович. А вот сейчас я, если понял правильно Павла Николаевича Багананова, он говорит, что отселением из этой зоны, опасной зоны, тоже компетенции Минэкологии. Это правда или нет? Никак нет. Имеется в виду 6 домов, которые стоят на берегу. Мы этот вопрос сейчас отрабатываем Министерством строительства и Министерством сельского хозяйства, чтобы включили его программу принести эти дома. Это же аварийные, это по программе аварийных домов на самом деле. Спасибо, Семен Ларионович. В принципе, понятно. Тогда мы давайте спросим Евгения Егоровича, заместителя министра строительства. Евгений Егорович, вам известна эта проблема с аварийными домами в селе Суардах? Андрей Сандомирович, вопрос поступал, министерством рассматривался. У нас программа переселения предусматривает только именно расселение аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке. Там федеральные средства выделяются целевым образом, там включение дополнительных объемов не представляется возможным. И другие мероприятия, которые у нас на сегодняшний день имеются в рамках госпрограммы, не предусматривают именно предоставление субсидий или строительства именно в данной категории. Договорились. Я вас услышал, Евгений Егорович. Вы меня по кругу будете еще 2 часа гонять. Значит, Павел Николаевич, вам как куратору поручение в течение этой недели, значит, согласовать, провести переговоры со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами и выдать конкретный ответ, кто будет заниматься переселением этих 7 семей. Мы не можем их оставить на берегу обрыва, который продолжает развиваться. Именно такое поручение было дано председателям правительства. Нам есть на что опереться, если говорить о бюрократии. Андрей Владимирович был в Суардахе там. Да, он сам знает. Поэтому прошу, Павел Николаевич, в течение этой недели доложите мне, какие возможные решения здесь мы можем принять. Значит, теперь по котельной. Техническое задание по ГУП ЖКХ принято. Значит, я хотел бы попросить, Вячеслав Павлович, вы еще на связи с нами, да, Вячеслав Павлович? Да. Мы можем рассмотреть вопрос в рамках ГУП ЖКХ, значит, по котельной. Техническое задание утверждено, просто нет источника финансирования, насколько я понял. Да, абсолютно верно, Андрей Сандомирович, уважаемые коллеги. По котельной Суардах, да и не только, да, есть перечень поручений главы республики от 21 апреля прошлого года по ряду муниципальных образований. Я сейчас сразу скажу, это Адычинский наслег, Барулавский, Сартанский, Сурдавский, Барулавский, Эгинский и Эльгетский наслег в части рассмотрения возможности строительства котельных в рамках инвестиционной программы республики. Понятно, что мы заявку подаем только при наличии проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы. Мы здесь принципиально договорились с ГУПом ЖКХ, что ГУП ЖКХ в рамках инвестиционной программы будет разрабатывать проектно-сметные документации, получает государственную экспертизу, и мы, соответственно, идем по линии фонда содействия реформирования ЖКХ, получаем ФНБшные деньги, да, фонда национального благосостояния. Вот этот хороший инструмент у нас появился в части модернизации коммунальной инфраструктуры. Или же рассматриваем в рамках исполнения поручения главы республики через инвестиционную программу Республики Саха-Якутия. Ну, это уже заявочная кампания, это корректировка бюджета. Но данные вопросы будут разработаны только после разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы. Еще раз говорю, при корректировке инвестиционной программы ГУПа ЖКХ проектно-сметная документация будет разрабатываться за счет ГУПа ЖКХ. Понятно, что муниципальные образования на себя не смогут взять такую, так скажем, финансовую ношу в части разработки ПСД. Как раз вот когда вопрос задавали, говорили о том, что разработка ПСД стоит там порядка 4 миллионов рублей, по-моему, да, комментарий был. И такую ношу бюджет муниципального образования на себя
так скажем, не сможет взять. Вот. Поэтому Вячеслав Павлович, ЖКХ. по срокам нас просветите, сколько ПСД будет делать ЖКХ? Что ожидать? Мы в рамках корректировки инвестиционной программы эти затраты включаем в текущем году. Разработка ПСД с изысканием и получение государственной экспертизы или в конце текущего года, или в начале следующего, 2023 года. Сроки такие. Тогда строительство когда может начаться? Если мы говорим о выделении средств из фонда содействия и реформирования ЖКХ, это заявочная кампания 2023 года, это уже третий этап. Ну, то есть первый, второй этап мы прошли, в следующем году у нас третий этап, и мы, значит, при одобрении фонда содействия и реформирования ЖКХ этих денег, мы в том же году должны эти объекты получить и, соответственно, эти объекты же и построить. У них очень жесткие требования. Если мы получаем деньги условно в текущем году, мы в текущем году должны объекты построить. И в следующем году, значит, в следующем году должны построить. Хорошо. Да, вот давайте мы так вот и выстроим вот эти наши, значит, планы. Вот в протокол я прошу занести то, что Вячеслав Павлович, как министр, нам ответственно сказал. Значит, когда ПСД будет, когда будет заявочная кампания, когда ожидать начала работ по котельной в Суардахе. Договорились? Чтобы все было понятно по срокам, куда двигаемся. Но Владимир Павлович, вы удовлетворены ответами? Ясность появилась у вас? Суардах. Уже отключились, что ли, да? Владимир Павлович Стручков. город Верхоянск. Город Верхоянск есть на связи, да? Да. Да, пожалуйста, Михаил Михайлович Садовников. Да? Да. Да, пожалуйста, Екатерина Алексеевна Патлягина там рядом. Да, Екатерина Алексеевна, здравствуйте, рад вас видеть. Пожалуйста, кто из вас? Город Верхоянск, вы на связи. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Да, Екатерина Алексеевна сейчас скажет. Нам очень приятно сегодня приветствовать Андрея Санданиновича, Галину Кентьевну, Федосию Васильевну, Лену Афанасьевну, именно людей, которые жили, очень хорошо знают все наши условия, нашего самого крупного среди Арктики улуса Верхояне. И сегодня, на мой взгляд, действительно очень обстоятельно, очень хорошо доступно и конкретно довели до каждого, кто сегодня присутствует, во всех подключенных, и самое главное, конкретно все министерства присутствуют, и мы услышали все то, что хотели услышать. И самое главное, нас радует достижение нашей республики, работа правительства за 2021 год. И самое конкретно даже по нашему улусу, по нашим проблемам сельского хозяйства, мне хочется отметить, что благодаря нашему Илдархану Айсену Сергеевичу по поручению его в прошлом году именно конкретно вот 4 самые большие моменты нашей работы. Это строительство коровника на 120 голов в городе Верхоянске, значит, реконструкция пищекомбината в городе Верхоянске, строительство Саилыка в этом поселке между участками листа. Все это запланировано, но вот мне сегодня очень рада была услышать Павла Николаевича в том плане, что он по Саилыку, пока неизвестна была вот эта сумма финансирования, он хотя бы нам немножко для того, чтобы для поддержки, чтобы мы как-то как следует для своих коров сделали очень хороший Саилык. И также строительство коровника в участке Мачах для разведения якутской породы скотов. И это, конечно, очень большое дело для нас. Мы даже не верим, с одной стороны, что это все это хорошо будет. Если деньги, конечно, все предусмотрены, то с нашей стороны мы тоже должны себе всю документацию соответственно привести для того, чтобы полностью эти деньги освоить. Но с другой стороны, хочется сказать, что мы из года в год вот уступаем и говорим о том, что по северу, по Арктике, для поддержки сельхозтоваропроизводителя очень необходимо дифференцированный подход. В 2002 году введена субсидия на молоко, был дифференцированный подход. Там была именно по северам 22 тысячи рублей за килограмм молока, за тонну молока, то есть, и, значит, по южным улусам 17,50
тысяч рублей за тонну молока. А сегодня, вот в прошлом году, в связи с введением нового механизма у нас 50 тысяч рублей за тонну молока, и что получается, что хотя бы для арктических улусов, учитывая вот именно транспортные расходы, учитывая содержание очень тяжелое в арктических улусах, и, значит, вот заготовка сена все идет ручным трудом, все это очень трудоемко для каждого сельхозтоваропроизводителя, можно было бы до 60 рублей хотя бы довести для Арктик. Там, тем более, значит, у нас мало в Арктике хозяйств именно так особо большого, мне кажется, такого расхода оно не возьмет, это с одной стороны. Но с другой стороны, хочется отметить, что благодаря вот Минсельхозу нашему родному, вот, уже 5 лет идет проект вот, финоздоровления, который, значит, именно поддерживает организованное хозяйство, именно выделяя им средства для значит, приобретения кормов, для оплаты зарплаты. Это очень большая помощь. И хочется вот в связи с введением нового механизма, поэтому, например, по моему хозяйству на 600 тонн молока сокращено соответствующим образом. Это уже ведет к тому, что у меня 20 миллионов сокращены выручки соответствующим образом. И это тоже, значит, больно бьет нам сегодня, тем более людям, пытающимся на севере заниматься местным производством и переработкой сырого молока. И поэтому хочется сказать, что почему бы нам не вести проект, это я выражаю желание всех наших переработчиков республики, которые сегодня мы общаемся каждый раз в одной группе. И они, значит, все мы хотим, чтобы хотя бы один раз в год для поддержки местных переработчиков, один раз в год тоже возмещение части затрат именно по возмещению расходов переработчиков предусмотреть, исходя из объема производимой продукции. Там сколько тонн молока, сколько тонн масла, сколько тонн сливок, творога, все прочее, что сделаем, хлеба, мясных продукций и все прочее. И это была бы очень большая поддержка. В таком случае мы бы и расширили ассортимент, мы бы и, как говорится, обеспечили бы. На сегодняшний день мы, например, обеспечиваем детские сады Верхоянья, мы обеспечиваем население центров поселка Ватага и Верхоянска. И, значит, населенные пункты сами себя тоже обеспечивают основными молочными продукциями. И хочется сказать, что у нас именно конкретно по городу Верхоянску, по проблемам города Верхоянска, вот уже 35 лет, я, будучи председателем городского совета, заложила 350-летие города Верхоянска фундамент строительства детского сада на 140 мест. И 35 лет прошло, и по сей день этот сад так не построен. Сейчас Павел Николаевич озвучил о том, что именно по программе комплексного развития села у нас на 100 мест вот, детсад планируется, 100 мест вот, детсад планируется в 2023 году. Но если даже вот если хотя бы такой детсад построить, потому что наши 2 детсада полностью в аварийном состоянии на сегодняшний день, и поэтому не отвечает совершенно с требованиям сегодняшнего дня этих детей. И поэтому, видимо, это тоже мы должны решить демографическую проблему. Если 35 лет назад в городе Верхоянске рождалось 57 детей, сегодня рождается 7 детей. Это тоже проблема, как говорится, да? И еще хочу сказать, вот по дамбам именно тоже, поскольку наш город находится в пляже, постоянно мы говорим, что строительство дамбы необходимо, но дело в том, что из-за того, что слишком большие деньги там предусмотрены, миллиард, больше миллиарда рублей, да? Да, поэтому каждый отодвигается, и это просто создает. Даже если строительство тут построить, уже скоро, уже, наверное, говорят, уже из-за того, что на городе более 139 метров, поэтому они говорят, такой, значит, перспектива не составит, если мы дамбы не построим. Это тоже своего рода проблема развития, перспектива развития города Верхоянска. И следующее, вот то, что Федосия Васильевна озвучила сегодня, программа именно вот у нас много мест будут давать нашим арктическим детям для отдыха за пределы республики. Это тоже очень хорошее дело. Но, с одной стороны, на месте организовать именно кумыс-лечебницу, на месте организовать тот лагерь, который существует, поддержать тот лагерь. Вот именно мы хотели вот именно оздоровительный центр, который мы хотели именно как дети Арктики. Мы принимали участие в проекте, и там, значит, первые шаги по восстановлению этого детского лагеря мы сделали, очень ждут, народ очень ждет. Я хотела бы, самое главное, кричали о том, что Полиметалл объявил проект.
не участвовали в этом проекте. Но, к сожалению, они меня так расхвалили и под конец очень деликатно отказали, что не можем эти дети Арктики. Поэтому в этом году, может быть, на вашей программе есть какие-либо проекты, чтобы мы могли участвовать. И вот для наших детей Арктики, для наших детей Верхояне, мы там, между прочим, ранее отдыхали дети Ивано-Батантая, дети Устьянского района, и поэтому это очень большое дело, и поэтому, если вы помогли бы мне в этом деле, мы, в общем, поблагодарили вас. И самое главное, ну, сейчас, конечно, оценка не ставится, с другой стороны, но все равно мы считаем, что это положительно именно работа нашего правительства за 2021 год. Катерина Алексеевна, ну, у вас несколько прозвучало предложений, я бы хотел обратить внимание, я кое-что не услышал, по-моему, но ничего страшного, у нас все записывается, мы все обсудим. Хотел обратить внимание вот на поддержку товаропроизводителей. Я с вами целиком согласен, тем более вот Прокопий Романович сегодня говорил о том, что ваше предприятие, ваши коллеги из продуктов Яны, да, значит, хорошие показатели у вас по заготовке молока, например, да. Но, конечно, значит, надо поддержать тех, кто производит. И давайте вот все, что касается развития товаропроизводителей, да, значит, вы сделаете такое предложение, мы обязательно его обсудим в разрезе того, что сказал Прокопий Романович, что вообще сельским хозяйством Верхояне надо заняться предметно, значит, комплексно. И это кормовая база, и хорошо, что вы занимаетесь новыми посевными многолетних трав там и так далее, кормовую базу развиваете. Значит, надо, наверное, подумать о оленеводстве. Ну и второе, о чем я хочу вас поддержать, это восстановление детского лагеря. Я говорил, что вот Сосновый Бор, это подведомственное предприятие Министерства образования, сегодня занимается созданием системы отдыха в республике, внутри республики. И вполне, наверное, логично, если вы со своим опытом, вы же уже давно этим занимаетесь, и ваш лагерь детского отдыха, он известен не только в Верхояне, значит, сделайте такое предложение, и мы бы его поддержали на самом деле. И кумыса лечебницы, которой вы занимаетесь много лет, это тоже, ну, об этом, кстати, Арсений Сергеевич не один раз говорит, что для поддержания здоровья нашего населения надо больше обращать внимание на собственные возможности. И грязелечебницу, и кумысолечение, и наши разнотравия, значит, и так далее. Все это идет на пользу здоровью якутянам, потому что мы здесь живем, и это наше. Спасибо. Я прошу, Катерина Алексеевна, значит, вместе с Михаилом Михайловичем, значит, вы, пожалуйста, подробно, письменно напишите нам. Хорошо, значит, мы внимательно рассмотрим каждое ваше предложение. За высокую оценку спасибо. Кто еще хотел бы высказаться? Кто на связи? Долголазский наслед есть. Долголазский наслед. Хорошо, Долголазский наслед. Дмитрий. Что? Вы хотели Михаил Михайлович еще? Егинский тоже есть. Владимир Павлович, ну мы с вами, значит, проговорили. Вы, наверное, слышали по всем вашим 3 вопросам. Работа идет по 2, Нет, а по 3 будем заниматься. У нас связь пропала, поэтому не услышали. Ну, вам расскажут. Я не могу сейчас, у нас время тоже ограничено. Значит, я вам коротко скажу, что, значит, русло будем менять, котельная будет строиться, но не в этом году, так в конце следующего года постараемся начать работы. И по отселению 7 семей, вот из 7 домов в аварийном вашем берегу, значит, будем заниматься. Павел Николаевич подумает, посоветуется с коллегами, и нам в течение недели расскажет о возможных путях решения этого вопроса. Этот вопрос находится на контроле у председателя правительства, мы об этом помним. Спасибо. Значит, у нас следующий попросился, значит,
кто у нас? Долголазский Наслед, Колесов Дмитрий Дмитриевич, да? Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич, если вы на связи, вам слово. К сожалению, мы его не слышим. Ну, тогда у нас... Микрофон себе включите, пожалуйста. Эльгетский Наслед есть вопрос. Андрей Сандович. Эгинский. А? На связи. Эгинский, давайте Эгинский. Пока вы на связи, Виктор Анатольевич Бурцев, пожалуйста. Виктор Анатольевич. Да, спасибо, Андрей Сандович. Здравствуйте. Еще раз, коллеги. Да, Сайды, слышно меня, да? Да, слышно, говорите, пожалуйста. Слышно меня? Слышно, говорите. Спасибо, вот, у меня вот есть несколько вопросов, да, вот, насчет, первый вопрос по строительству ФАПа в селе Сохтох, вот, давно стоит тоже также данный вопрос, и мы пока еще не знаем, на какой стадии он находится. Это раз. Второй вопрос касательно строительства контейнерного автозаправочной станции, так как на сегодняшний день в селе Сайды нету заправочной станции. Почему? Потому что в этом с Батагая до Куйги, мы считаем, этот Сайды является как бы средним, звеном, да, вот между Усть-Куйгой и Сайды. И потребность у нас в этом контейнерном АЗС стоит еще с 2010 года. Вот. В 2012 году начали планировать, но потом вот из-за отсутствия финансовых средств отложили на долгий ящик, как и нашу школу. Вот. И третий вопрос. Вопрос выделения финансирования для функционирования объекта вот, дорожного ремонтного пункта, да, построенный в прошлом году. Вот. Как бы здание построено, но из-за отсутствия, вот, опять же, финансовых средств, она стоит, не функционируя. Если бы данный объект функционировал бы, то Сайды там, для населения села Сайды там образовалось 5 рабочих, как мы посчитали, 5 рабочих мест. Вот. И последнее, вот, насчет котельной, хотелось бы, да, тоже, центральной котельной, вот, в 2012 году запустили как бы котельную, вот, центральную котельную, но в данное время, вот, к центральной котельной подключены только половина поселения, вот, в связи вот, нехваткой мощности центральной котельной. Но с 2012 года уже котлы как бы износились, и как мы думаем, вот уже следующую зиму мы не переживем. Вот. Поэтому хотелось бы поставить вопрос вот, умощения центральной котельной. Вторая половина поселения должна подключиться к центральному отоплению, как нам сказали, вот, при строительстве школы. Вот. Там, как нам объяснили в ГУП ЖКХ, вот, данный объект отапливается центральным котельной, который ГУП ЖКХ потом подключит остальную часть поселения. Спасибо. Спасибо, мы вас услышали, Виктор Анатольевич. Гаврил Ильич, вы что-то хотели бы прокомментировать по этим вопросам? По АЗС, ФАПу в Сохтохе, центральной котельной. Я еще один вопрос не услышал. Если я что-то не услышал, добавьте. Гаврил Ильич. Андрей Сандович, по порядку, да, школа-сад уже в марте месяце будет известен, кто будет строить. По функционированию дорожно-ремонтного пункта пока вопрос открытый. Этот объект построил Управление автомобильной дороги Республики Саха, но поскольку я знаю, они должны были передать на баланс казенное предприятие «Дороги Арктики». И этот вопрос я уточнюсь. По строительству автозаправочной станции модульной, Саха-Нефтегазбыт считает экономически нецелесообразным, поэтому вот вопрос открыто стоит. Так,
По строительству ФАП, ну, тогда еще вот Елена Афраимовна, мы приоритеты поставили на ФАПы. Ну, в следующем году мы будем подаваться региональную программу модернизации здравоохранения. Ну, здесь тоже надо отметить, у нас есть отдаленные населенные пункты, которые отсутствуют тоже фельдшерско-акушерские пункты. Поэтому мы совместно районной больницей и Министерством здравоохранения этот вопрос конкретно обозначим, в каком году будет начато это строительство. А так, в комплексной программе развития и модернизации объектов здравоохранения включен общий. Так, также вот по умощнению центральной котельной. Ну, здесь совместно ГУП ЖКХ и СГЗ Минстроя было принято решение при вводе объектов котельной школы-сада установить дополнительные котлы для стопроцентного подключения жилфонда села Сайды, но это завершится, наверное, то есть полностью подключится к 2024 году. Вот. У меня вкратце все. Спасибо. Значит, в принципе, ответы ваши понятны. По ФАПу сейчас вот ответила министр здравоохранения Лена Николаевна, что постараются включить в эту адресную, вот в программу первичного звена, но нужна от вас заявка, поторопитесь, пожалуйста, ладно? И постараемся как-то помочь. Что касается котельной, ситуация совершенно понятная. Объектовую котельную надо делать с учетом перекрытия мощностей и обеспечения безопасности по действующей центральной котельной. Но по действующей центральной котельной тоже загляните в ГУП ЖКХ, пусть они подумают, проверят на самом деле ту информацию, которую сегодня нам глава поселения Виктор Анатольевич сказал. Значит, насколько там действительно опасно. Он сказал следующее, что в следующий год, зиму они не переживут. Если так, нужны какие-то экстренные, наверное, мероприятия. У вас там подразделение ГУП ЖКХ есть, прошу их, значит, озаботить этим делом. Ну и потом нам расскажите, чем все-таки разговор закончился. Если нужно подключить руководство ГУПа или министерства, мы это сделаем. Ну и самый странный вопрос у нас по АЗС. Что значит экономически нецелесообразно? Значит, Мария, что-то вы хотите сказать, да, Мария Михайловна, по этому поводу? Да, Мария Михайловна, вы что-то хотите сказать? Да, я хотела ответить. Да, пожалуйста, Мария Михайловна. Так, у нас 20 декабря 2021 года вышло постановление правительства Республики Саха-Якутия под номером 528, да, о региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Республики Саха-Якутия 21-25 года, да. И вот вопрос по ФАПу. Село Сайдыш, да, как я правильно поняла? Нет, Осохтох это немножко не Сайды, это рядом. Но это тот же поселение. Ага, ну, здесь по информации врачебной амбулатории в село Сайды Вишнянского района предусмотрено в 2022 году 15 миллионов 278. ФАП в село Баранук Верхоянского района предусмотрено 10 миллионов в 2023 году. Это приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции. Так, по поводу вот Саханнефтегазбыта, да, как глава сказал, да, сейчас Саханнефтегазбыт действительно, да, вот я подтверждаю, что они на сегодняшний день в своей инвестиционной программе строительства АЗС не предусматривают, да, потому что, коммерческая организация, они, посчитали и решили, что данные проекты ввиду там малого объема реализации ГСМ, строительство АЗС им нецелесообразно. Но на сегодня данные вопросы решаются путем предоставления и отправки, да, с города Якутска тарированных нефтепродуктов. Вот село Сайды включено 40 тонн в программу Саха-Нефтегазбыта. И при этом основным критерием, да, чтобы населенные пункты, вот именно арктические, да, строительство
ставку ГСМ реализует, решает вопросы, да, через тарированные нефтепродукты. Вы, наверное, все, в курсе, да, это получаете. И здесь самое большое, пожелание, да, чтобы население не имело задолженности за предоставленные тарированные нефтепродукты. На сегодня по информации Саханефтегазбыта село Сайды имеет задолженность 78 тысяч рублей. Поэтому при условии, если нет долга, тарированные нефтепродукты по вашим заявкам они будут предоставляться. Спасибо, Мария Михайловна. Важная информация. Значит, Виктор Анатольевич, руководитель администрации Сайды. Но вы услышали, что ФАП предусмотрен в Сайдах. Значит, Восохтох это, конечно, не Сайды, но тем не менее это не совсем далеко. Подумайте, какие предложения можно в связи с этим сформулировать. Это первое. Второе, что касается тарированных нефтепродуктов. 70 тысяч рублей это, наверное, тоже не маленькая для вас сумма, но тем не менее, порядок-то должен быть. 40 тонн нефтепродуктов вам предусмотрено тарированных, но тут я бы вам посоветовал следующее. В Усть-Куйге разворачиваться будет в ближайшие годы большая стройка, связанная с атомной станцией. Но, наверное, вы не так близко, но и в то же время не так далеко от этой территории. Думайте о том, каким образом это может повлиять положительно на жизнь в вашем населенном пункте. Это так, на размышления по стратегическому развитию. И администрации района я тоже бы посоветовал вникнуть в эту программу поглубже и понять, какие положительные эффекты Верхояне получат от строительства атомной станции, что от этого можно получить и какие решения для этого нужно принять на уровне правительства, а может быть на уровне Росатома. Мы готовы оказать здесь содействие. Хорошо? Спасибо. Значит, кто у нас еще на связи? Эльгетский наслед. Что? Эльгетск? Ну давайте, земляки. Да. Здравствуйте, уважаемый Андрей Сандоминович, уважаемая Галина Иннокентьевна и участники совещания. В первую очередь Сергейского наслега передают Андрею Сандоминовичу большой привет с нашей старшей поколения. Сказали в первую очередь. Спасибо, большой привет. Спасибо, Николай. Так, и всем тоже привет, поклон родине. Хорошо, спасибо. Так, у нас первый вопрос. Включение строительства котельной село Кайсардах в инвестпрограмму. Финансирование с республики на разработку проектно-сметной документации строительства котельной и протяжки тепловой сети в село Кайсардах. Договора на разработку заключены, требуется софинансирование. Бюджету МО не хватает денег. Мы в 2020 году вместе с районным администрацией по программе местных инициатив построили здание котельной и приобрели магистральных труб. Сейчас у нас разработка ПСД. Там нет сейчас средств. И второй вопрос. Капитальный ремонт автомобильной дороги Яна по направлению Чолбан-Кайсардах. У нас летний период из-за плачевного состояния дороги жители ездят на моторных лодках в райцентр, рискуя жизнью. Протяженность этой дороги 33 километра от Чолбана до Кайсардах. Так, третье у нас это берегоукрепительные работы. Село потихоньку уходит под воду, школа находится в 200 метрах от берега. Жители, живущие рядом с берегом, вынуждены строить новые дома за свой счет подальше от берега. Так, и четвертый вопрос у нас строительство ДЭС. Когда начинается строительство новой дизельной электростанции? Пятый вопрос, дорогой интернет для юрлиц и жителей наслега. Плохое качество интернета для физлиц. У нас сейчас администрации год мы оплачиваем за интернет почти 400 тысяч рублей. Спасибо мне. Все.
Спасибо, Николай Александрович. Ну, вопросы известны. Я бы попросил сейчас Вячеслава Павловича прокомментировать по поводу котельной теплосетей, что на проектно-сметную документацию. Вообще, какие планы у ГУПа по Хаис-Ардаху, по Эльгецку? Значит, и по дизельной электростанции. Что бы вы могли нас прокомментировать, Вячеслав Павлович, пожалуйста. Да, спасибо. На самом деле, очень четко поставленные вопросы, да, ничего лишнего, как говорится. В части разработки проектно-сметной документации я уже пояснял о том, что мы договорились с ГУПом ЖКХ, вы правильно отметили, что в бюджете, к сожалению, денег не хватает, и разработка ПСД будет за счет инвестиционной программы ГУПа ЖКХ. И как я вот ранее говорил, исходя из методики подключения частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения, которые мы утвердили приказом Министерства ЖКХ и энергетики, вы имеете очень большие шансы, Хаис-Ардах я имею в виду, потому что вы не только предусмотрели софинансирование, да, вы уже по сути своей начали очень большую работу в части подготовки самого здания котельной, значит, закупили магистральные сети. Ну, я думаю, что это было все согласовано с ГУПом ЖКХ, потому что проектно-сметная документация, понятно, что должна быть согласована в первую очередь с ресурсоснабжающей организацией, с ГУПом ЖКХ, так? Эту работу мы продолжим, и я думаю, что в ближайшее время совместно с вами и с районом мы согласуем техническое задание на разработку проектно-сметной документации, и эту работу сделаем при корректировке инвестиционной программы в текущем году. Что касается строительства дизельной электростанции из того перечня, который у нас есть в рамках энергосервисного контракта, это 13 дизельных электростанций: Батагай, Сайды, Бетенкёс, Барулах, Арылах, Янкюр, Дулгалах, Сурдах, Столбы, Барылас, Аласардах, ну и непосредственно Верхоянский Табалах. Хаис-Ардах у нас, к сожалению, нет. Техническое состояние будет поддерживаться в рамках инвестиционной и ремонтной программы акционерного общества Сахаэнерго. Вкратце у меня так, Андрей Сандоминович. Понятно. Значит, ну, я прошу вас, Вячеслав Павлович, по дизельной электростанции все-таки вместе с Сахаэнерго еще раз вернитесь к вопросу, насколько там беда. Значит, ну, размер вот этих рисков надо оценить, не дай бог, что случится. Да? Но раз министр заявляет о том, что будет поддерживаться, значит, необходимая, значит, надежность этой станции, ну, мы, Николай Александрович, с вами должны это принять и контролировать. Вы со своей стороны, как руководитель там на месте, смотрите, если какие-то будут отклонения от надежности, ну, срочно, значит, говорите нам, и Вячеслав Павлович наверняка примет все исчерпывающие меры, чтобы у вас с ДЭС проблемой не было. Что касается котельной, полная, значит, информацию вы получили, молодцы, что уже сделали шаги вперед. Вообще, вот это вот то, что в Эльгецке сделали, да, как они себя ведут, вот это надо брать на вооружение всем остальным руководителям на местах. Значит, делайте что-то для того, чтобы решить вашу проблему. Тогда большим начальникам проще вам помочь. Вот смотрите, с какой радостью Вячеслав Павлович говорит, да они молодцы, вы обязательно будете включены в программу развития, значит, по его линии. И остальные тоже берите пример с этого. Значит, что касается дороги Чолбон-Эльгец, Гаврил Ильич, пожалуйста, прокомментируйте, какая там ситуация сегодня. Так, ну, направление Чолбон-Эльгец – это в оперативном управлении дороги Арктики. Во время рабочего визита председателем правительства дано поручение дороги Арктики предусмотреть финансовые средства на летнее содержание этой автомобильной дороги. Но, к сожалению, со стороны Минтранса и дороги Арктики, соответственно, конкретных мер по исполнению данного поручения не выполнено. Мы, в свою очередь, направили вот буквально на днях письмо
понимая, что денег всегда не хватает, хотя бы локально решить, то есть в проблемных участках построить там мостик, в проблемных участках сделать отсыпку, поэтапно вот эту дорогу восстановить для круглогодичного использования. Хорошо, значит, я прошу, Мария Николаевна, вы, пожалуйста, это внесите в протокол, хорошо? Значит, и поручение Минтрансу и Дорогам Арктики вернуться к рассмотрению этого вопроса, тем более, что есть поручение председателя правительства, это проще. Значит, можно тоже. Да, Мария Михайловна, пожалуйста. По поводу ГКУ, да, дороги Арктики, казенные учреждения, они занимаются у нас обустройством зимних, да, автомобильных дорог. Поэтому, скорее всего, из-за этого, да, они не смогли там по функционалу и по уставным функциям казенного учреждения выполнить работы именно вот летнего содержания. Они как раз-таки специализируются на открытии автозимников, да. Поэтому здесь я хотела бы вот муниципальному образованию Верхоянский район, да, посоветовать, вам надо, наверное, скорее всего, подать заявки в Минтранс по поводу распределения средств из дорожного фонда. В прошлом году я вот смотрю, у вас заявки поступили поселок Батагай, Эгинский, Верхоянский, а других вот именно по этой дороге Чолбон, Эльдет, да, заявки нету. Тут в основном есть заявки по Батагай, Бутенкёс, Лоханкюль. Поэтому вот главе, да, муниципального района и совместно вот с муниципальным образованием поселения лучше вам подать заявку на распределение средств фонда. За совет мы обязательно его учтем. Мария Николаевна, вы запишите, ладно? Значит, что касается берега, давайте мы... Андрей Сандович, можно да, добавить? Да. Вот этот отрезок автомобильной дороги как раз находится в оперативном управлении дороги Арктики. Поэтому мы не можем заявиться на субсидию. Поэтому мы не заявили. Понятно. Гаврил Ильич, значит, мы все ваши... мы будем экономить время, мы уже 4 часа почти работаем. Значит... мы учтем все ваши соображения по этому поводу. Извините, у нас есть еще вопрос. Сурдавский наслед. Сурдавский наслед еще есть вопрос. Минуточку. Вы, пожалуйста, не злоупотребляйте. У вас же есть, к вам целый председатель правительства приезжал. Значит, вы все вопросы там обсудили. Давайте мы послушаем ваших соседей. Хорошо? Андрей Сандаминович. Андрей Гиллер. İyiler. Çeturgenlik. Андрей Сандаминовичка. Инда кентемнага. Татарченко. Андрей Владимировичка онна. Павел Николаевичка. Bu men sorda olaqtağı 15 sastağın məxsin. Pavel Nikolaevичка barahıcıvıtım 2 yıl boldu. Onu toqtaqıma oğullu vatağı bu berek ajanıtıgır. Bihi başı 2-4 yıllaqtanlı. Nar suruysa nar ministerler bebeyleri bıraksalar. İti ministerge bıraşaysıkını bu bıraşays. Ekologiya ministri üstü akasta buta. Ondan ıksamıt bihi Putin'e hırı bu but. Olda kanetten ulaqadına kamsaratlar Tatarçınki kere hacı buta. Andrei Vladimirovich bihi kineha ulaqam mahtalbutun tiledde bit. Toğde taqa manna elbağı erenler bite. Onu bihi emi ereni hana bu but. Onundu. Bu ite setteceler. Kolabır min oğlum diyete ta o haçan yıldır kalla. Kirili herdi. Suğulan bitti. Horotçiler bolağına 10 hinen emi. Yani 2 diyalog var bu da. 2 tönçe tüyetsillahka ona bolağına 2 tönçe 10 settahallahka. Ol canlar bu diyaga nahana diyorlar. Onun kıtatan türgenlik iti vapuruhu kas
Нахальбак заявление, нахальбак ак, просто кэн даганы аңсеппет. Дөссө болланы туга темете. Уонча хыл болы, оскола директоры табылы батыбыт. Оскола директоры. Эти медиана конанавына барыстынла бе айдар туақту бит турсабыт директоры. Оны кені бола хайын бәйғат болын уақтақыт дене петтәбіті бейді. Ол тоғыр әйті мен Федосия Васильевнаға бағалысты етінде орағыр көрді. Тоғы детаққа біле бігеге әдірі дақпетіні оттын, ондаған Москваттан әбән бұтан тайға табалы кәлбеттері. Ну çoğulur. Bir nuçoğata kalbite, bir peşer kalbite. Tuğatta zakayda bu выпускниктер сознательной ходынları. Hatan milyon kaçını berengit duhayandı. Mına erkeğe nadı. Direktör. Ete vapuru bahasa utrisikkana git beka komeleharın. Ina o oluşka kakiren olur abi piligi. Аты кем это? Bu vapuru. Bahıbalar. Bu правительство tugun atçotun bolağına ülelir dem hevdan sanalıbıt ona maqtanabıt baragıdılar. O kana ben bir rakta hatar bu süre ve kayın tuaqtava. Putanım iki tane çatıyorsunlar xame var hacı budu. Onu kiribe şafkanan direy deputat put 15 ministri tuaqtan komiyen tuaqtavıta munyaqtavıta. Onu bir Mustafa'ydavıtım. Onu ministerler bir kolla tuaqtaya bitirdi. Bu böyle haytları sekretikine askolatan sekretikine oça tuaqtar lehlenya köhüga. Migite epitera kas kırcaski yolları var. Onu ola on hinen diye bizim. Çoğayan barangına gitasırla edde hıllı köhütürdüne diye bitir. İtirik bilgin ağuanta taksa cevadı. Kile testa celir bağlar. Onu bırakanlar canlar kana var yaktırı. Onda bu nehleke tuğara tuğu tokuydu kanadı üleni. Sılgı de tahmaralan turar mayurakten. Onda zivire fedime iyi kurdukları tuğ kanadı. Onur kanadı kırlar bollağını. İli beter batayda tığır var bir hölekterge oğru kudursak. Ülete o canlar elbaktar. Onu bir bile bir de. Спасибо большое. Наверное, надо было послушать это выступление одного из самых уважаемых людей нашего верхояния. Ну, на самом деле так, да, я согласен. Вообще странная, конечно, постановка вопроса. Убрать школу, туда все уедут. Но я хочу вам сказать, что времена изменились. Так никто вопросы не ставит, и невозможно так поставить вопрос. Суардах должен жить, должен развиваться. Я думаю, недаром приезжал и председатель правительства к вам в самое отдаленное село нашего верхояния. Что касается, значит, отселения домов из аварийной береговой зоны, мы уже сегодня обсуждали этот вопрос, и в этом направлении будем двигаться. Павел Николаевич слышал, поручение он сегодня от меня получил. Я думаю, в течение недели мы какое-то понимание порядка решения этого вопроса сформулируем и председателю правительства доложим, поскольку он тем более у вас был. Второе, что касается директора школы. Есть проблема, конечно. Есть проблема, что сегодняшняя молодежь не очень как-то едет в отдаленные наши села. Поэтому существуют программы, значит, поддерживающие это желание. Но одними деньгами весь вопрос не решить. Конечно, нужны совсем другие какие-то духовные скрепы, какие-то нравственные позывы к тому, чтобы поехать в отдаленное село, где-то поработать, создать свое имя, по крайней мере, да, заработать уважение людей. Но последние годы, особенно 90-е, нулевые годы, значит, мы слишком много разрушили в своей нравственной, духовно-нравственной
атмосфере, в обществе, в каждом из нас. И понятие самоотверженности, понятие долга перед обществом, перед соседями, перед самим собой, оно как-то у нас очень сильно исказилось, очень сильно деформировалось. И именно об этом я сегодня говорил в своем отчете, пытался сказать, говоря о патриотическом воспитании, прежде всего, нашей молодежи. Но хочу сказать, что в этом вопросе тоже есть определенные позитивные, мне кажется, изменения. Мы больше всего говорим о любви к родине, о долге перед обществом. И я думаю, что мы постараемся этот вопрос и решать в этом направлении. Что касается конкретно вашей школы, мы давайте возьмем это на заметку, посоветуемся и с Федосией Васильевной, посоветуемся и с новым министром Любимовой, значит, на эту тему. Поизучаем ситуацию в вашей школе, постараемся каким-то образом посодействовать этому кадровому вопросу. Спасибо вам большое за ваши пожелания, за вашу оценку. Я думаю и убежден в том, что будущее у Суардаха есть. Мы подумаем и о ваших предложениях по поводу новых форм производства, в том числе зверофермы, которые были развиты у нас в Верхояне в свое время. Но это все войдет. Я так понимаю, что программа развития сельского хозяйства, она должна быть сегодня встать во главу угла руководства района, и мы этим позанимаемся. Потом вас проинформируем. Спасибо. Значит, у нас кто еще? Гаврил Ильич, мы работаем почти 4 часа. Какие у вас предложения есть по поводу дальнейшего? Послушаем всех желающих или кто-то подведет итог? Гаврил Ильич, вы на связи? Да, на связи. Ну, я считаю, что надо дать, потому что люди очень долго готовились к этому отчету. Хорошо, давайте. Кто следующий? Кто следующий? Дулгалах. Дулгалах, пожалуйста, на связь. Дулгалах. Добрый вечер, Андрей Сандаминович. Добрый вечер, Дулгалах. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Здравствуйте. Так, депутат районного совета Кировошапкин Владислав Васильевич. Владислав Васильевич. Андрей Сандаминович, все высокие участники сегодняшнего отчета. Мы от Дулгалаха хотим передать наше большое удовлетворение проведением уровня отчета. Такого высокого уровня отчета мы давно не слышали. Поэтому лично вам, Андрей Сандаминович, мы выражаем нашу благодарность. Сегодняшнее очень глубоко и в деталях, и во многих сторонах с новым взглядом проведения, мы считаем, отчет. Поэтому мы от этого отчета будем ждать очень больших итогов. Это одно. Так, в частности, Дулгалахе мы хотим передать вот что. За последние несколько лет по программе подключения частных домов к центральной котельной было отсутствие финансирования со стороны ГУП ЖКХ. Поэтому администрация Наслега изыскали из своего бюджета деньги и подключили почти 2/3 Наслега. Из расходов на это из наследного бюджета более 7 миллионов рублей за 3 года. Но это покупка труб, там оплата бригады, все прочее. Но мы надеемся, что эти деньги, 7 миллионов, когда-нибудь должны компенсироваться в бюджете Наслега, потому что делали, в принципе, работу за ГУП ЖКХ. Прокладка труб и подключение это все на балансе ГУП ЖКХ, как мы знаем, да. Поэтому вопросу от Наслега было письмо Министерства финансов и непосредственно даже Ильдархану Ашен Сергеевичу. Поэтому мы все-таки ждем, все-таки, когда решение этого вопроса, компенсации Наслегу 7 миллионов, более 7 миллионов рублей за подключение частных домов. Вот это. Спасибо. Ага. Это одно.
И еще Так. заключение, Андрей Сандоминович. Да, пожалуйста. Да, Дмитрий И Ильич, слушаем заключение, вас. Андрей Сандоминович. Я хотел бы тут немножко к политическому вопросу вернуться. Вы упомянули по поводу работы Единой России, да, партии. Нам как бы представили новое руководство нашего местного отделения партии, да. Но я член партии с 2000 года. В свое время работал руководителем исполкома районного местного отделения. И у нас я должен пользуясь моментом, довести до вас, Андрей Сандоминович. Все-таки вот это последнее событие, избранием нового руководства местного отделения Единой России, у нас члены партии и жители района вызывает многие вопросы. По форме организации и по итогам работы. Мне кажется, все-таки здесь какая-то произошла что-то не то. Хотя бы потому, что руководство из районного отделения политсовета и секретаря Единой России, партии власти, между прочим, выведена глава УЛУСа Гаврилович Чириков. Не то что секретаря, а даже состава политсовета. Из политсовета выведена, можно сказать, вся его команда Единой России. И как среди народа все-таки Единая Россия считается вертикалью власти. Тут есть непонимание, как дальше тогда работает в голове ЛУСа при таком. Если среди вот такой народ гуляет, что его вывели, исключили как бы из руководства партии. Мне кажется, Андрей Сандомирович, надо все-таки на уровне, на самом высоком уровне региональной партийной власти изучить этот вопрос. Чтобы было все-таки какая-то консолидирующее решение по этому. Мне кажется, это важный вопрос. В свете того, что у нас предстоят сложные реформы местной власти, предстоят, так сказать, выборные кампании. Единая Россия по своему названию же Единая Россия. Она партия должна консолидировать, а не играть какие-то вот непонятные игры. Поэтому, Андрей Сандоминович, я очень вас прошу, я думаю, много партийцев, жителей УЛУСа согласятся довести до секретаря региональной политсовета Президиума партии нашему уважаемому Илдархану Арсению Сергеевичу Николаеву все это, вот этот вопрос еще раз обдумать. Еще раз, может быть. Ага. Хорошо, Дмитрий Ильич. Если будет... Да. Спасибо, Дмитрий Ильич, я вас услышал. Спасибо за внимание. Да, что касается взаиморасчетов с ГУП ЖКХ, мы этот вопрос с руководством ГУП ЖКХ обсудим. Я не думаю, что это прям такой очень сложный вопрос, Мария Николаевна, надо будет записать это в протокол тоже, мы обсудим и до вас доведем. Что касается второго вопроса, ну, наверное, мы не сможем сегодня уйти от него, да, хотя, значит, это отчет правительства, и он не предполагает политическую повестку, но я уже говорил в своем выступлении, что наше правительство не коалиционное, наше правительство фактически однопартийное, оно, значит, назначено Илдарханом, который является руководителем нашей правящей партии «Единая Россия». Члены правительства поддержаны Госсобранием, Илтуменом, в котором конституционное большинство тоже принадлежит «Единой России». Поэтому все, что происходит в партии, оно так или иначе в любом случае касается каждого, ну, все правительство. И я думаю, что
здесь еще есть некие обстоятельства, связанные с предстоящими выборами главы района в этом году. И у меня были разговоры, для меня самого было достаточно неожиданно решения, которые, значит, были приняты в районе, в региональном отделении. Но они не обязаны со мной согласовывать это, безусловно. Вот, я узнал только вот, готовясь к отчету, что такое событие состоялось. Мне кажется, я с вами согласен, Дмитрий Дмитриевич, в одном совершенно категорично согласен. Единая Россия – это партия, которая должна консолидировать общество, объединять людей, объединять наш общественный актив, гражданских активистов, которые настроены работать на развитие страны, на развитие республики, на развитие конкретного района. И это дорогого стоит, это очень самая важная задача правящей партии, самая важная. И мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого из граждан, из избирателей не возникло сомнений по поводу этой функции правящей партии «Единая Россия» – консолидация общества. Раз такие вопросы возникают, то я думаю, что руководству районного отделения надо об этом подумать. Со своей стороны я обязательно доведу вашу информацию до администрации Илдархана, значит, до руководства политсовета Республиканского отделения «Единой России». От себя лично хотел бы пожелать всем. Понятно, что будут выборы. Но если мы говорим с вами о правящей партии, то я бы совершенно серьезным образом подошел к праймеризу. Праймериз – это как раз то мероприятие, которое должно определить, кто сегодня реальный лидер Единой России в Верхоянском районе. До недавнего времени руководителем официальным был Гаврил Ильич, сегодня руководителем по решению конференции Владислав Михайлович. Но я думаю, что вот будут вот такие вот внутрипартийные голосования, что здесь должно все пройти прозрачно, совершенно спокойно, с тем, чтобы не возникло ни у кого сомнения по итогам этого мероприятия. Мы должны провести это мероприятие внутрипартийное так же, как мы провели выборы в Государственную Думу. 5 депутатов избрали от республики. И ни одной жалобы в адрес руководства республики или в адрес Центральной избирательной комиссии республики. Нас отметили на уровне Центральной избирательной комиссии страны, что мы являемся тем регионом, где таких регионов совсем единицы в стране, где нет вообще жалоб на эту тему. Что все согласны с результатами, потому что все было прозрачно предельно. И не было никаких оснований думать о злоупотреблении. То же самое мы должны провести в региональном отделении. Вот готовьтесь к вот этому праймеризу, значит, все должно пройти быть прозрачно, партия должна, все члены партии должны иметь возможность высказать свою точку зрения о том, кто будет, по их мнению, кто должен быть выдвинут на должность главы района. И, конечно, нужно обеспечить его убедительную победу. Безусловно, мы должны прислушаться прежде всего к мнению самого Илдархана. И как лидера правящей партии нашей, и как нашего главу республики, для которого, значит, с кем работать из руководителя нашего района, вопрос его рабочий, это вопрос успеха и республики, и района. Мы, конечно, должны следовать рекомендациям главы республики. Но эти рекомендации будут выработаны не раньше, чем пройдет праймериз. Я в этом абсолютно уверен. Я знаю Айсена Сергеевича, его отношение к кадровой политике, его отношение вообще к управлению. Хочу вас заверить, что он исходит всегда из того, кого граждане хотят видеть своими руководителями.
Он никогда не переламывает ситуацию через колено. И я в этом вас могу заверить абсолютно однозначно. Я видел, как вел себя наш руководитель республики в разных ситуациях, в том числе в выборных ситуациях. И при решении кадровых вопросов. Он всегда ориентируется на мнение своих граждан. И как гарант Конституции, и как человек, который воспитан в этих традициях. Поэтому я прошу всех, кто думает сегодня о предстоящих выборах главы района, придерживаться именно такой позиции. Рекомендации Илдархана раз, прозрачные и совершенно справедливые, понятные внутрипартийные выборы по выдвижению кандидата от партии два. Того, кто будет избран в результате этой процедуры, мы должны поддержать и объединиться вокруг него. Понимаете? И тогда у нас все пройдет спокойно. Если мы опять начнем делиться на группы, групповщины, по районам, по аласам, по знакомству, по родственным связям или там по гендерным или возрастным параметрам, мы ни к чему доброму не придем. В этом вопросе я готов вас поддержать, обеспечить, так сказать, со своей стороны постараться организовать и обеспечить процедуру таким образом, чтобы ни у кого, ни у одной группы, ни у одного члена партии не возникло вопросов в справедливости партийной процедуры. Хорошо? Что касается проведенной конференции, я оставляю это за скобками, я в этом не принимал участие. Я доверяю сегодняшним руководителям Политсовета Республики, это их компетенция, пусть они и работают дальше. Но что касается выборов главы будущего, моя рекомендация такая. Я вас призываю не делиться, посидеть, посоветоваться. Если надо, чтобы я присоединился к этому процессу, я готов, я открыт, мы готовы сесть и поговорить отдельно. Хорошо? Спасибо большое. Гаврил Ильич, кто еще у нас на связи? Батагай. Батагай, да? Егор Егорович или кто? Нет, Андрей Антонович. Андрей Антонович. Андрей Антонович. Да. Я рад слышать вас. Здравствуйте. Уважаемый Андрей Сандоминович, я, к сожалению, не вижу сейчас на экране Галины Иннокентьевны. Пожалуйста, передайте, что она все так же прекрасно выглядит, как в былые годы работы в Батагае. Уважаемые члены правительства, участники сегодняшнего отчета. Я сегодня из слов Андрея Сандоминовича услышал, что принята целая программа за безопасную и комфортную Арктику. Так вот, как раз мой вопрос и идет в развитие этого девиза. В Батагае, я думаю, что те некоторые лица, которые находятся по ту сторону экрана, они прекрасно знают и помнят фабрику номер 418, которая функционировала в Батагае, обогатительная в течение ряда лет. Функционировала весьма продуктивно и, как говорится, поработали хорошо, а прибрать за собой не успели. И речь идет о хвостохранилищах тех отходов, которые являлись результатом их деятельности. Условно, эти хвостохранилища разбиты на два объекта – большой конус и малый конус, в зависимости от их территориального расположения. Так вот, по большому конусу у нас, естественно, уже подготовлены все документы по кадастровому учету, постановке на кадастровый учет земельного участка, подготовлены и оформлены все правоустановительные документы. И эти все сейчас документы, они зарегистрированы и находятся в стадии передачи в Департамент по водным ресурсам Министерства экологии Республики Саха. Хотелось бы, по малому конусу, я сразу скажу, что это документы находятся в стадии подготовки и оформления. Так вот, мне бы хотелось, чтобы правительство, вы прекрасно понимаете, что решить этот вопрос о ликвидации этих хвостов, а это является обязательным условием, необходимым, потому что вы понимаете, что в этих хвостах находится практически больше половины таблицы элементов Менделеева.
И все при ливневых осадках атмосферных, при продуктах образования снеготаяния, это все с учетом рельефа местности, все стекает в наши озера, в нашу протоку, в реку Яна. Этой водой, в этой воде люди купаются летом, дети купаются. Мы эту воду получаем в качестве технической по водоводу в порт. И, естественно, люди ее пьют, люди ей моются и умываются. Это недопустимо. И второй вопрос. Я бы хотел отметить, что он как раз тоже имеет конечную цель, тоже это здоровье и улучшение уровня экологического комфорта, уровня жизни населения поселка Батагай. В Батагае до сих пор нет централизованной канализации. Все канализационные стоки, вы помните прекрасно, значит, они растекаются, замерзают, образуют наледи порядка метровой толщины. По этим весной наледям люди ходят, дышат испарениями, и дети играют, катаются, валяются. Когда приходят домой, их можно просто отжимать от этих стоков. Вот это не является благополучным фактором, который укрепляет здоровье населения поселка Батагай. А уровень здоровья, так скажем, не является богатырским среди жителей поселка Батагай. Поэтому я прошу рассмотреть эти вопросы, принять их в качестве постановочных и помочь на финансовом уровне решить данные вопросы, потому что вы понимаете, что бюджет ни поселка, ни даже района не в силах решить этих проблем. Благодарю вас за внимание. Уровень работы правительства считаю удовлетворительным. У меня все. Спасибо, Андрей Антонович. Рад был слышать вас. Мы давайте послушаем Семена Илларионовича Яковлева, первого заместителя министра экологии. Вот он у нас на связи. Пожалуйста. Спасибо за вопрос, Андрей Антонович. Да. Добрый вечер. По поводу Батагайского ГОКа мы, Министерство экологии, конечно, знаем и мониторинг проводим. Благодаря нашему Илдархану Сергеевичу «Чистая страна» федеральной программы за последние годы внесли Куларский ЗИФ и ее ликвидацию. В федеральном бюджете предусмотрено более 800 миллионов рублей на 3 года. До конца 2023 года мы будем ликвидировать Куларскую золотоизобретательную фабрику, которая осталась, это Хвосты. И, соответственно, федеральная программа «Чистая страна» она заканчивается в 2024 году. И в конце 2021 года Госдумой принято, внесли изменения в закон о принятии нового проекта. Генеральная уборка, оно имеет 42 наименований, и эта программа будет работать до 2030 года, и, соответственно, на первом месте стоит у нас Батагайский ГОК. И мы все будем работать, чтобы федеральная программа внести ликвидацию Батагайского ГОКа. Здесь условия таковы. Согласно нормативно-правовых актов, которые будут приняты по генеральной уборке, оценку воздействия окружающей среды заключение дает Роспотребнадзор Республика Саха-Якутия и Федеральная надзорная организация Росприроднадзор. Если мы в будущем получим вот эти два заключения, то смело будем вести ликвидацию Батагайского ГОКа на генеральную уборку. Кратко так, Андрей Сандомирович. Спасибо. Значит, мы вносим тогда в протокол сегодняшнего совещания, вопрос о внесении в программу «Чистая страна», хвостохранилища 418-й бывшей фабрики в Батагае, по срокам и по мероприятиям в разрезе 22, 23, 24 годов. Вы, пожалуйста, подготовьте свои предложения с тем, чтобы мы не просто написали в общем, а конкретно написали, что надо сделать в 22 году, что в 23, что в 24. Договорились, Семен Владимирович? Да, спасибо. Вячеслав Павлович, к вам тогда вопрос по канализации в поселке Батагай. Но это не только, наверное, поселок Батагай, но давайте мы посмотрим именно там.
Вот что делать с канализационными стоками, с вечными протечками септиков и так далее, о чем сейчас вот Андрей Антонович нам рассказал, и о чем мы хорошо знаем. Пожалуйста, Вячеслав Павлович. Да, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле решение вопроса разово по канализационно-очистному сооружению, а также по сетям водоотведения, это очень такой сложный и комплексный вопрос. Мы очень много работаем в части привлечения инвесторов, да, реализации этих проектов. И даже, так скажем, в крупных агломерациях, таких как город Якутск, Нерюнгри, Мирный, очень сложно привлечь инвесторов ввиду того, что тариф, к сожалению, по водоотведению очень маленький. В этой связи те проблемные вопросы, которые возникают непосредственно в поселке Батагая, я его знаю не понаслышке, да, и вопрос, связанный с тарифным регулированием, с предоставлением субсидий, а также непосредственно по качеству предоставляемых услуг, он оставляет желать, конечно, лучшего. Но мы поступательными движениями в части систем водоотведения будем работать, скорее всего, через фонд содействия реформирования ЖКХ, то есть без прямых инвестиций со стороны бюджета, как республиканского, так и федерального, скорее всего, решить этот вопрос будет очень сложно. В соответствии с федеральным законодательством 131, конечно, это полномочия муниципального образования, но понимая бюджет муниципальных образований, мы, естественно, с поселковой администрацией и с районом будем работать в части разработки проектно-сметной документации и получения средств из фонда содействия реформирования ЖКХ по фонду национального благосостояния. В этой связи хотелось бы, как постановочный вопрос, наверное, тоже Андрей Сандоминович, ну, это уже как бы на уровне правительства республики, да, как предложение. Все-таки в последнее время очень много инструментов и возможностей появляется для развития инфраструктуры в целом. Я сейчас не говорю конкретно про коммуналку, да, но и в целом и строительство, и техприсоединение, и коммунальная инфраструктура. Все-таки надо ставить вопрос в части увеличения доли финансирования по линии Министерства строительства, разработки проектно-сметных документаций для того, чтобы мы активно участвовали в федеральных проектах. КРСТ, Фонд содействия реформирования ЖКХ, Минстроевская программа, национальные проекты, подпрограмма, наша региональная программа «Чистая вода». В этой связи очень остро стоит вопрос в разработке проектно-сметных документов. Мы иногда просто бывает такое, что не успеваем заявляться из-за того, что просто не успеваем определиться с источниками финансирования и просто элементарно разработать проектно-сметную документацию. Ну, этот вопрос комплексный, Андрей Сандоминович, поэтому я предлагаю все-таки этот вопрос тоже поднять на уровне правительства. Спасибо. Но давайте мы это самое, все-таки вот вы сформулируете точно, да, ну, вот формулировку дайте нам, пожалуйста, этой проблемы. Это на самом деле вы правильно говорите, мы же везде натыкаемся на один и тот же вопрос. Мы можем вас включить куда-то, где ПСД, вот мы и бегаем. ПСД нет, в программу нас не включает. В программу не включает, потому что ПСД нет. Вот и все. Значит, кто-то, надо вот этот вот камень, который все остальное столкнет, найти, где-то сформировать, и это финансирование должно быть обеспечено по всем отраслям фактически. Это везде же это одна и та же проблема, что по линии ЖКХ, что по линии строительства, по любому отраслевому министерству. Нет проекта, тяжело идут проектно-сметные документации за отсутствием финансирования. Об этом же вы говорите, да, Вячеслав Павлович? Да, Андрей. Тогда я жду от вас профессионально сформулированное предложение. Давайте мы по итогам вот нашего отчетного мероприятия сегодня внесем это на уровень, могу написать докладную на уровень Арсения Сергеевича. Потому что эта проблема действительно такая межотраслевая. Спасибо за предложение. Но мы все услышали, да, значит, мы запишем в протокол следующим образом, Андрей Антонович, что, значит, что касается Батагая, значит, по линии Министерства ЖКХ будет изготовлена проектно-сметная документация, и мы будем вносить это в фонд, значит, программу Фонда содействия реформ жилищно-коммунального хозяйства из ресурсов Фонда национального благосостояния. Понятно, да? Хорошо. Кто еще, Гаврил Ильич, на связи?
Добрый вечер, уважаемый Андрей Сандаминович, Галина Иннокентьевна и уважаемая Федосия Васильевна. Мы, жители поселка Батагай, да и не только, наверное, и все жители Верхоянского района, рады, что такая вот уважаемая сильная команда наших земляков сегодня принимает участие в нашей работе. И вот мы, да, действительно услышали отчет правительства о проделанной работе за 2021 год, но и не только услышали, но и являемся свидетелями тех процессов, которые действительно были проведены в течение 2021 года не только в нашем районе, но и по всей республике, правительством нашей республики. И вот действительно, да, мы, жители поселка Батагай, одобряем ту работу, которую провела наше правительство в течение этого года, и выражаем слова благодарности за те процессы, которые действительно произошли в нашем районе, в частности в поселке Батагай. Мы только в этом году ввели в эксплуатацию 59 квартир, значит, обрадовали 59 семей, которые, да, действительно очень счастливы, что в этом прошлом году, в конце прошлого года, получили ключи от новых квартир. И не только в этом, но и во всех отраслях действительно были проведены очень много работы. Так, ну и вот сейчас только Андрей Антонович действительно поставил такой вот очень такой серьезный проблемный вопрос, который необходимо будет решить. И еще у нас имеется вот такие ряд вопросов, которые необходимо решить. Вот, допустим, по зонам подтопления. Вот такой вопрос стал с прошлого года, когда многие населенные пункты попали под зону подтопления, которая играет и будет играть в дальнейшем очень такую негативную роль в вопросах строительства каких-либо социальных объектов на территории вот этих поселений, на которых вот имеются такие вот проблемные зоны подтопления. Вот этот вопрос надо, я думаю, пересмотреть. И, пользуясь моментом, вот, что мы сегодня участвует у нас уважаемый человек, депутат Государственной Думы Галина Иннокентьевна, вот, хотелось бы ставить вопрос от имени жителей, не только жителей, но и глав поселений арктических районов в плане ответственного обращения с животными, в том числе с безнадзорными собаками. Вот этот вопрос, да, действительно, в последний момент очень остро стал не только вот в арктических районах, но и по всей, я думаю, России, Российской Федерации. География вот этих несчастных случаев расширяется с каждым днем. Мы каждый день уже получаем информацию, как сводки из прифронтовой зоны. Постоянно вот эти собаки нападают на детей, беззащитных жителей нашей Родины. Ну и поэтому действительно вот этот вопрос как-то кардинально надо, я думаю, принять меры по улучшению жизнеобеспечения наших граждан, по защите жизни наших граждан. Вот этот вопрос необходимо будет, я думаю, пересмотреть тоже. Вот в эти дни, говорят, работает комитет, который будет заниматься как раз-таки вот этими проблемами. Вот, Галина Иннокентьевна, большая просьба, примите, пожалуйста, участие в решении этого вопроса. Ну и по реформированию органов местного самоуправления, тут, конечно, необходимо будет обратить внимание в разработке регионального закона по реформированию органов местного самоуправления. И, конечно, хотелось бы, чтобы максимально вы привлекли в этой работе глав и депутатов на поселенческом уровне, так как в связи с реформированием органов власти мы должны будем защитить, максимально защитить интересы именно таких вот жителей на поселенческом уровне.
Так, и сегодня вот еще принимает участие вот житель нашего поселка и хочет задать и выступить с одним таким вот тоже немаловажным вопросом. Пожалуйста, Ирина Васильевна. Добрый вечер, уважаемые участники совещания. У меня такой вопрос. Меня зовут Ирина Васильевна Сыромятникова, являюсь директором Дома культуры поселка Батагай. И первый вопрос. По поручению правительства, председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко при поддержке акционерного общества «Даль Золото» должны продолжаться ремонтные работы Дома культуры поселка Батагай. И у меня такой вопрос. Планируется ли ремонт фасада и возможен ли в этом году ремонт? И второй вопрос. Как житель поселка Батагай, просим вас оказать содействие в проведении инфраструктуры инженерных сетей, в частности сетей теплоснабжения на квартал, где выделены земельные участки для многодетных семей. Электрические линии имеются, всего имеют земельный участок 52 семьи. Спасибо. И в целом, прослушав отчет правительства, я оцениваю на хорошо 2021 год. Несмотря на пожары, на пандемию, проделано очень много работ во благо нашего района. Спасибо. Спасибо вам большое, Ирина Васильевна. Так, давайте мы по вашим вопросам, вопросы большие, Егор Егорович, большие вопросы задал. Ну, что касается зон подтопления, на самом деле проблема существует. Она существует уже так, в общем, в стране. Мы ее сейчас формулируем еще раз, и обязательно направим и руководству республики, и Галине Иннокентьевне, потому что это в целом регламент, который утвержден правительством страны, на уровне Министерства строительства и ЖКХ он тоже, так сказать, сформулирован. И у нас в зоны подтопления попадает очень много населенных пунктов, на самом деле, что сильно тормозит их развитие. Здесь что-то надо делать, требуется некоторое уточнение. Давайте мы попробуем вместе с нашим депутатским корпусом сформулировать, что мы хотим на самом деле от этого регламента, какие уточнения мы хотим сделать. Что касается единой публичной власти. Правильное предложение, я целиком поддерживаю. Я думаю, что руководители ваши, и Гаврил Ильич, и Екатерина Васильевна, услышали. Работа предстоит большая, на самом деле. Недаром переходный период объявлен аж до 2028 года, то есть 6 лет. Нам выделяется на то, чтобы постепенно, спокойно, без надрыва, была выстроена новая система публичной власти, которая должна быть единой. И самое главное, она должна упрощать жизнь наших граждан, чтобы они не путались, кому по какому вопросу обращаться. Вообще есть такое понимание политологическое: чем меньше гражданин замечает власть, тем лучше, она работает. То есть он живет себе и живет, и не обращает, кто там у власти, значит у него все хорошо. Гражданин обращает внимание на власть, когда у него проблем возникает. Вот мы должны выстроить так работу, чтобы нас не замечали граждане, что у них, значит, все хорошо, все, что надо для жизни, у них есть. Конечно, для этого надо выстроить правильно систему публичной власти, их взаимодействие между собой. Будет уже двухуровневая система, будут введены, особенно на поселенческом, другие понятия, другая организация, но это не должно уменьшить или ухудшить связь граждан с властью. Это самая главная задача, которую мы должны решить. Граждане не должны отдалиться, власть не должна отдалиться таким образом от граждан. А наоборот, гражданину должно быть проще общаться с властью. Обязательно это надо, конечно, сделать так, чтобы все депутаты, главы поселенческого особенно уровня,
они принимали участие в этом самое активно. Что касается бесхозяйных животных. Ну, это вот Галина Иннокентьевна сейчас извинилась, она передает вам еще раз большой привет и поклон своей родине. Значит, она пошла как раз в комитет с Бурматовым там общаться на эту тему. Сегодня буквально, готовясь вот к отчету, я прочитал о том, что в этом месяце будут внесены изменения, ужесточающие ответственность граждан за последствия укусов и нападений. Значит, это касается собак, у которых есть хозяева, и вплоть до уголовной ответственности, если последствия серьезные. Значит, что касается бесхозяйных, то усиливается ответственность властей. Но здесь надо посмотреть, значит, всякая власть, усиление должно, так сказать, соответствующее обеспечением быть. Что говорить о республиканской власти, то в этом году предусмотрены дополнительные субвенции для муниципалитетов на строительство приютов. Они серьезно подняты, эти объемы. Я не могу сейчас на память сказать, но, может быть, Павел Николаевич сейчас посмотрит, и сколько там предусматривается муниципалитетом в целом, и на что может рассчитывать Верхоянский район. То, что приюты строить в рамках сегодняшнего действующего закона надо, надо. С другой стороны, конечно, откуда появляются эти собаки? Они появляются от плохих хозяев. Да? А затем их надо, конечно, как-то стерилизовать, чтобы, по идее, количество их должно сокращаться на улицах, но оно почему-то увеличивается. Вот тут надо разобраться, и без депутатов, без властей на местах это сделать невозможно. Принимать резкие решения на отлов и уничтожение, наверное, не то время, и мы, наверное, уже другие. Была раньше такая практика, но, наверное, это сегодня не соответствует сегодняшнему пониманию нравственности в нашем обществе. Нам надо искать какие-то более лояльные, но в то же время совершенно жесткие условия содержания собак. Это должно быть, во-первых, и дорого стоить. Прежде чем взять собаку себе на воспитание, человек должен ее зарегистрировать, он должен заплатить, потому что это же все инфраструктура. В конце концов, собака и гадит же, да, в общественных местах, и так далее. Я думаю, что такого надо придерживаться курса, но то, что сегодня обострился этот вопрос, да, по всей стране, и я думаю, что депутаты все-таки примут правильное решение, мы ждем их буквально в эти месяцы, буквально в весеннюю сессию. Здесь про то, что сказала Ирина Васильевна. Что касается Дома культуры, давайте мы рассмотрим еще более внимательно. Я бывал осенью, видел, радовался вместе с Гаврилом Ильичем, что там наконец-то за многие годы Дом культуры наш как-то преображается. Изнутри, по крайней мере. Теперь снаружи фасад, конечно, надо делать. Мы поизучаем источники финансирования, возможно, они возможны. Сегодня и есть и федеральная программа, строительство и ремонт культурных заведений по всей стране. Сегодня есть возможность и привлечение финансирования наших партнеров из экономики. И на уровне республиканского бюджета, наверное, тоже можно предусмотреть. Я прошу, Мария Николаевна, включить этот вопрос, и вместе с Ириной Васильевной, с Егором Егорычем, руководством района, давайте мы позанимаемся очень предметно. На самом деле надо довести до конца начавшийся ремонт, чтобы это было действительно светлым, ярким пятном в нашем Батагае, потому что это всегда было центральное здание. Оно, кстати, имеет историческое содержание во многом, его надо обязательно сохранить. А теплосети для многодетных семей, я тоже думаю, что это вопрос, которым обязательно будем заниматься, тем более в год матери. Пожалуйста, тоже Гаврил Ильич и Егор Егорович, я прошу вас сформулировать этот вопрос более детально.
о каких участках, о каких домовладениях идет речь, что для этого надо, сколько километров теплосетей, там, ну если с электричеством там вроде как решено, то с теплосетями, наверное, еще нет, но давайте мы позанимаемся. В этом году у нас год матери. И, конечно, этому особое внимание будет уделено, и я думаю, что мы этот вопрос решим. Хорошо, Мария Николаевна, в протокол внесите. Что еще говорил Ильич? Кто еще у нас на связи? Так, 3 наслега осталось. Адыщинский, Табалахский и Бабушкинский. Давайте начнем с кого? С Адычинского? Кто на связи? Адычинского. Сейчас? Давайте, Адыч. Адычинский наслед. Бетенкёс на связи, нет? Лаской так, кто на... Значит, тогда следующий кто? Адычинский. Следующий. Табалахский. Табалах. Пожалуйста. Табалах на связи? Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые участники совещания. Здравствуйте. Хочется сперва поблагодарить за работу правительства Республики Саха-Якутия. В этом году у нас была построена первая гибридная электростанция. Жители села Улахан-Кёль очень благодарны, и мы очень рады, что наши чаяния, наши хотелки воплотились в жизнь. У нас постановочные вопросы из года в год одни и те же. Это строительство центральной котельной второй, к которым хотели бы подключить 150 частных домов частного сектора. Строительство детского сада на 75 мест и строительство этнокультурного центра села Улахан-Кёль. И также у нас было в постановочном вопросе строительства врачебной амбулатории. Сегодня мы получили письмо, что нужно выделить участок, что строительство может быть предусмотрено в 2023 году. Но в учете правительства сегодня эта информация не была услышана. И мы хотели бы уточниться именно по врачебной амбулатории, по строительству котельной, ну, понятно, до этого много раз велись разговоры. Вячеслав Павлович у нас был в село Улахан-Кёль, и поэтому мы эти вопросы знаем. По врачебной амбулатории у нас мы хотели бы услышать ответ. Спасибо. У нас Министерство здравоохранения еще на связи? Павел Николаевич, что вы можете сказать по врачебной амбулатории, значит, в Табалахе? Есть у вас какая-то информация? Информации нет. Просто Министерство здравоохранения уже ушли на совещание к Константину Сергеевичу, поэтому у вас есть что-то? Нет, ну, что касается ФАПов, мы в 2022 году только у нас планируется САИДы, врачебная амбулатория, и ФАП Хайсердахи. Все. Андрей Сандоминович, разрешите, да, вот врачебная Мария Михайловна, пожалуйста. Врачебная амбулатория село Улахан-Кёль Верхоянского района, она в очереди в реестре включена, но сейчас конкретно сказать, в каком году начнется стройка, затрудняемся ответить. А под каким номером? 31. В рейтинге 31, да? Да, в реестре очередности объектов здравоохранения 31. Давайте мы так договоримся. Значит, говорил Ильич, вместе так, где у нас, с Анной Вениаминовной, да, вы были на связи, да? Значит, прошу вернуться к этому вопросу. У вас, если вы в рейтинге находитесь, значит, у вас какие-то документы, уже заявки представлены. Да. Надо, может быть, их доработать, да, и обратиться к Лене Николаевне, к министру здравоохранения, потому что именно они рейтингуют все объекты здравоохранения, еще раз постараться с ней обсудить, в каком году возможно строительство этой врачебной амбулатории. Договорились? Мы в протокол внесем. Понятно. Но опять же, как мы и договаривались несколько дней назад, по каждому объекту должна быть разработана дорожная карта. Не просто написать, вот надо строительство на этом, и в следующем году доложить, что строительство не начато.
а расписать буквально, что сделать в 2022 году, что в 2023, что в 2024. Раз в рейтинге находится объект, значит он нужен. Вот когда он будет введен в строй, надо, чтобы люди понимали из года в год, что делается. Хорошо? Я прошу вот эту работу. Понятно. Также то же самое касается и котельной, и детского сада. Вот по каждому такому капитальному объекту мы должны разработать буквально план мероприятий. В этом году это, в следующем году следующее, в следующем году следующее, чтобы этот вопрос двигался. Если он не нужен, например, по мощности слишком большой, ну зачем там в селе там детский сад на 200 мест, наверное, это излишне, да? Но тогда надо искать приемлемые варианты, те, которые будут оценены, по которым будет проектно-сметная документация сделана и так далее, и так далее. Договорились. Это что? Это касается Табалаха. Вы удовлетворены, услышали, да? Мы тогда будем заниматься. Вы и так в зоне внимания. Вячеслав Павлович вам там все сделает, и по котельной, и так далее, я чувствую. Вот. Ну, дальше занимаемся тогда. Продолжаем. Кто еще следующий? Адыча подключилась? Андрей Сандоминович, Эргецкий наследник, еще раз один вопрос. Можно, да? Ну, можно, наверное, если вам Гаврил Ильич даст возможность такую, не отключит вас. Вы же уже были на связи. Давайте говорите быстро. Бабушкинский ждет. Бабушкинский, давайте Бабушкинский дадим слово. Нас перебили? Слышно, да? Говорите быстро. Говорите кто-то, да. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Андрей Сандоминович, Галина Иннокентьевна, Федосия Васильевна. Это у нас 4 постановочных вопросов. Первое из них у нас увеличение мощности котельной село Барунок. Село этот подключен 98%, подключен центральное отопление. А сейчас в данный момент у нас мощность котельни самая малая. Поэтому сейчас строятся частные дома, в том числе многодетные семьи строят дома и не могут получать тех условия и подключиться к центральному отоплению. Второй вопрос у нас строительство модульного фельдшерского пункта в село Барунок. Строительство данного объекта откладывается уже несколько лет. В данный момент ФАП располагается в непереспособленном здании администрации. Оно обхватывает почти половину здания. Третий вопрос у нас увеличение мощности ДЭС в село Мачах. В 2022 году запланировано строительство коровника на 50 голов якутской породы. Сохраняется положительная тенденция в плане увеличения количества населения. Молодежь остается в селе, активно ведет строительство. В настоящее время суммарная мощность ДЭС село Мачах составляет 80 киловатт. Существует вероятность нехватки мощности для полного обеспечения населения и новых объектов электроэнергии. И последний, 4-й вопрос у нас. Строительство новой котельни в село Мачах. С каждым годом все острее стоит вопрос с обеспечением населения котельным печным топливом. Место заготовки расположено далеко от села. Поэтому жители уже несколько лет просят решить вопрос строительства центральной котельной. В 2019 году приезжал с Якутска тоже на отчет правительства главный инженер ГУП ЖКХ Бондарь Владимир Владимирович. Осмотрев село, он высказал положительное мнение о строительстве котельной, так как село расположено компактно. И отчет правительства мы тоже оцениваем оценкой хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Мы вас услышали. Но давайте мы попросим Вячеслава Павловича, вот Надежда Васильевна то, что сказала,
Прокомментируйте, пожалуйста, по мощности котельной в Барануке и по ДЭС и котельной в Мачахе. Обращаю внимание, что в Мачахе это на самом деле очень хороший проект начинается. Это поддержка якутской породы коров. Вот я недавно тут даже в Подмосковье видел в одном маленьком хозяйстве у 2 профессоров, значит, наших коров. Они купили здесь 3 коровы на сельскохозяйственной выставке. Сегодня у них уже, наверное, 7. Вот недавно отелилось еще раз, недавно совершенно. Мы поддерживаем с ними связь. И эти профессора, это профессора Первого медицинского университета имени Сеченова Московского. Они фармакологи сами, это ученые. И они говорят, что молоко нашей коровы удивительно полезно. И они рассказывали много разных случаев, я был у них в гостях, как они лечат своих внуков, соседних ребятишек, как наша корова выбирает именно лечебную траву, когда пасется, а не то, что едят местные коровы. То есть, насколько сыворотка наша более полезна оказалась даже на кормах Подмосковья. Поэтому это очень важное, интересное такое направление развития, значит, животноводства. И то, что в Мачахе, значит, планируют делать, мне кажется, это и с точки зрения науки сельскохозяйственной очень интересно. Поэтому надо поддержать. Вячеслав Павлович, как вы думаете? Да, спасибо за вопрос. Ну, по Барулаху сразу скажу, что в рамках энергосервисного контракта аналогичный проект, который был реализован в селе Табалах. Не Барулах, Боронук. Боронук? Да. Боронук, я тогда расслышал, извиняюсь. Ну, Боронук, на самом деле, вопрос, если стоит о нехватке мощностей по электрической мощности, да, я хочу довести до сведения, что с текущего года, вернее, с прошлого года, с 1 июля 2021 года Сахаэнерго является гарантирующим поставщиком. Это означает, что при любых обстоятельствах обеспечение электроэнергией любых объектов капитального строительства является обязательным для Сахаэнерго. Это нужно понимать. Исходя из технических характеристик дизельной станции, хочу сказать следующее. На сегодняшний день имеется двоекратный резерв электрической мощности в арктических районах, в особенности в Верхоянском районе. С нехваткой мощности этот вопрос я возьму, Андрей Сандомирович, на контроль. Если таковые вопросы ставят муниципалитет, значит, ну, наверное, имеет место быть. С техническими специалистами Сахаэнерго я переговорю. Что касаемо, значит, строительства новой котельной, а также присоединения к централизованным источникам теплоснабжения, я по данному вопросу комментировал, да, и с Бондарем я переговорю. Бондарь является заместителем главного инженера по эксплуатации ГУПа ЖКХ. Технические решения предоставляет он, по сути своей, для решения вопросов по подключению частного сектора, а также объектов капстроительства, если таковые планируются. Давайте мы сформулируем этот вопрос в проект протокола, Андрей Сандоминович, и в рабочем порядке отработаем с ГУПом ЖКХ. Спасибо, Вячеслав Павлович. Ну, предельно понятно, значит, конкретно министр нас проинформировал. Я думаю, что, Надежда Васильевна, вы удовлетворены, да, нам надо просто сейчас начинать работать. Вот если электроэнергии вдруг в Мачахе не хватит, Сахаэнерго мы попросим это дело обеспечить. Что касается котельной, вот Вячеслав Павлович вам рассказал, что Бондарь, он еще, оказывается, работает, слава богу, значит, он был у вас там в Мачахе, и он все, значит, расскажет своему министру, доложит. Хорошо. У нас Адыча еще, да, на связи? Они включились? Нет, Гаврил Ильич? Не, Андрей Александрович, они не смогут подключиться. Вот с Батагая вопрос. Ага. Давай. Добрый вечер, уважаемый Андрей Сандоминович, Павел Николаевич, Феодосия Васильевна, Галина Иннокентьевна. Разрешите представиться, Осипов Игнатий Афанасьевич, житель поселка Батагай. У меня очень важный вопрос, особенно это, думаю, вопрос для отдаленных наслегов. Это по воздушному направлению, по социально значимым рейсам на вертолете Ми-8. Но сперва разрешите мне поблагодарить правительство Республики Саха-Якутия, Министерство транспорта Саха-Якутия и, конечно же, полярных авиалиний.
от жителей дальних наслегов, таких как Асахтох, Сайды, Табалах, Суардах, Дулгалах, Арылах, Янкюр и Барылас. Я как ответственный по социальным рейсам на территории Верхоянского района хотел бы отметить, что в 2021 году выполнено было рекордное количество социальных значимых рейсов за 3 года. Например, в 2021 году было выполнено 67 рейсов, в 2019 году 51, в 2020 году 43 рейса. В связи с этим хотелось бы поблагодарить, еще раз отметить эту очень высокую оценку, то, что и полярные авиалинии, и правительство республики, и Министерство транспорта всегда нам помогало в этом вопросе. У меня вот такой вопрос, именно Андрей Сандоминович, Павел Николаевич. Прогноз на 2022 год на территории Верхоянского района, по сведениям полярных авиалиний, в 2022 году ожидается выполнение социально значимых рейсов всего лишь на 32 рейса. Это значительно меньше, чем в 2021 году. И фактически выполнение социально значимых рейсов. По количеству рейсов снижение от уровня 2021 года на 35 рейсов. Это, я думаю, очень большое снижение. И в связи с этим мы просим вас посодействовать Феодосию Васильевну, Галину Иннокентьевну, вас, Андрей Сандоминович и Павел Николаевич, посодействовать в проекте закона о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года внесением на рассмотрение Государственного собрания Республики Саха-Якутия Иль-Тумен на выполнение мероприятий по обеспечению транспортной доступности населения по социальным значимым маршрутам на 2022 год. У меня все. Спасибо большое. Спасибо, мы вас услышали. Павел Николаевич, вы можете как-то прокомментировать то, что Павел Николаевич сейчас по телефону говорит, видимо. Ну, это как закончит. Павел Николаевич, вы меня слышите? Да, слышу. Я Слышу. понимаю, вас там задергали, да, но мы будем уже скоро заканчивать. И вот вопрос очень интересный появился, Павел Николаевич. Вот Игнатий Афанасьевич Осипов, он ответственный за организацию социальных рейсов внутри района. И вот он сейчас нам рассказал о том, что 2021 год замечательно было, очень много было рейсов выполнено, а в 2022 году мы почему-то снизили финансирование на выполнение внутриулусных перевозок авиационных. Это так? И с чем это связано, Павел Николаевич? Да, ну вот в программе Минтранса по данному направлению предусмотрено всего 100 миллионов рублей. Сейчас Минтранс говорит, что это на первое полугодие, ко второму уточнению будем добавлять. А в прошлом году сколько было в общей сложности? Прошлый год, по-моему, было около 300 миллионов. Ну, я не думаю, что в этом году меньше будет, правильно? Да. Ну, то есть этот вопрос тоже на контроле стоит. На комиссии по бюджетным проектировкам Владимир Михайлович там тоже высказывался, что нужно больше, но пока уточнение бюджета, по-моему, 100 миллионов только предусмотрели. Да, давайте мы, Павел Николаевич, давайте мы поддержим Владимира Михайловича Сивцева, да, и тоже со своей стороны внесем такое предложение, что на самом деле 100 и 300 это слишком большая разница. И вот она уже отражается там на местах. Вот сейчас Игнатий Афанасьевич нам рассказал о том, что оказывается резкое снижение аж на 30 с лишним рейсов, значит, в год. Это совершенно не то, это диссонирует с тем, что я рассказал в самом начале. Что у нас бюджет стал большой, а выделяем мы меньше. Это как-то не очень правильно, давайте мы как-то будем решать, ладно? Спасибо. Да, я вот могу составить обеспечение транспортной доступности на межрайонных маршрутах по Минтрансу. Вот предусмотрено в 2022 году 150 миллионов. Дополнительная потребность, они ставили 3 миллиарда 683. Это до Якутска лететь, а внутри там района, на местных воздушных линиях. Вот так, межмуниципальные перевозки пассажиров на... Так, нет, автомобильный транспорт. Это что уточнение смотрю.
Не, ну сейчас не Андрей скажу. Сергеевич, там в прошлом году тоже, да, в 2021 году 43 рейса, да, было маршрут, 43 рейса предусмотрено. И в течение года оно вот увеличилось до 67 миллионов рублей. Итого потрачено конкретно по Верхоянскому району 15,7 миллионов рублей. Я тоже думаю, что в течение года данный пробел тоже, наверное, догоним. Меньше не будет. Спасибо. Да, скорее всего, как в Да. прошлом году, в 2021. Да, Мария Михайловна, мы услышали. Но я думаю, что и Игнатий Афанасьевич услышал, что меньше не будет точно. Мы за этим проследим, и Павел Николаевич сейчас возьмет на карандаш. Вот, и Мария Михайловна вот, из Минэкономики тоже вот, заметила, что да, вот так было, но это практика такая ежегодная. Но проконтролируем, чтобы меньше не было. Хорошо. Гаврил Ильич, кто еще на связи? Есть Все? два вопроса осталось. Нет, Да, два пожалуйста. вопроса осталось. Давайте. Добрый вечер, участники отчета. Меня зовут Смирнов Андрей Александрович. Я вижу, как проработало правительство в 2021 году. Очень много населенных пунктов подключили к оптоволокну. И, соответственно, у меня возникает вопрос. Вот если к нам придет оптоволокно, да, у нас поселок уже, как бы, сами видите, инфраструктура во всех сферах хромает. Соответственно, для внутри поселка нужна также оптическая оптоволоконная линия. Ее на данный момент нету. И чтобы не тянуть время, да, не ждать, пока это все произойдет, пока придет центральная магистраль оптоволокна до Батагая, то, наверное, уже тоже нужно параллельно начинать работу внутри поселка. И также второй вопрос, это по поводу того, что очень много было сказано в СМИ и в отчетах, и в прошлом году, то, что когда подключались другие населенные пункты республики к оптоволоконной линии, то каналы спутниковой связи освобождались, и об этом было говорено, что будет перенаправляться в арктическую зону. Соответственно, у нас здесь с сотовой связью очень плохо. Мы не говорим, что нужен там мобильный интернет, что это все дорого. Нам бы хотелось, чтобы было профинансирование вот этих каналов связи для устойчивой голосовой связи и СМС-сообщений. Потому что СМС-ки приходят, как уже было говорено, минут через 15-20. Это тоже не очень хорошо, и связь прерывается постоянно. У меня все. Спасибо за работу. Спасибо, Андрей Александрович. Ну, что касается Волса, да, ну, мы уже сказали, мы ждем к 2024 году все-таки до Батагая доберется Волс. Значит, что касается внутри, совершенно правильно поднимаете вопрос. Вот, например, в ТИКСе сегодня осуществлена программа «Единый Булун», так называемый. Да? Они оптоволокно, оптоволокном закрыли вот населенный пункт ТИКСе. И сегодня они берут центрально через космос сигнал, но он расходится, значит, по ТИКСе 1, ТИКСе 3, значит, уже по местной линии. Наверное, можно подумать и про Батагай, да, может быть, и до Верхоянска дотянуть, значит, ну, два крупнейших там, как-то подумать. Давайте мы этот вопрос поставим в порядке исследования, да, Мария Николаевна. Значит, что можно сделать? Вопрос правильный, технически правильный вопрос. И практика у нас есть, вот я рассказал про ТИКСи. Не дожидаясь, в любом случае это оптоволокно понадобится, когда придет магистральная к вам. Магистраль придет, а внутри-то раздавать надо тоже, и раздавать на высоких скоростях. Спасибо, мы этим займемся. Значит, что касается сотовой связи, уточним. Значит, Минцифры, тоже, Мария Николаевна, запишите. Минцифры, значит, надо будет позаниматься этим вопросом, что у нас там с сотовой связью, с устойчивостью сигнала. На самом деле, да, устойчивость сигнала повышается, она повышается повсеместно. У нас выведен, в декабре, по-моему, выведен еще один спутник, обеспечивающий сотовую связь, значит, именно в арктических регионах страны. Значит, ну, посмотрим, анализ вам дадим.
Кто еще? Еще какой-то вопрос, да, Гаврил Ильич? Да, Андрей Сандоминович Шестаков, по просьбе главы Барулахского наслега Евгения Матвеевича Юмшанова, он сейчас вышел на нас, сказал, что у него, он принимает, но у него обратной связи нету, поэтому он вот задает через нас два вопроса. Во-первых, это ставит вопрос по строительству котельной в селе Барулах. Проектно-сметная документация, так как котельной, так и тепловых сетей у них разработана, но вот финансирование вот, интересуется вопросом строительства, дальнейшей работы вот, по строительству котельной. И второй вопрос, так, наслег состоит из двух поселений, это Барулах и Токума, в 7 километрах от поселка Барулах находится еще одно поселение, это Токума. И вот хочет там, чтобы начали строительство дороги, в летнюю дорогу до поселения Токума, до участка. Вот такой Барулах, вопрос Токума, ставит. Да? Автодорога от Барулах. Да. И Понятно. хочет, что у них там связи нету, и воздушного сообщения между Батагаем и Токума тоже нету в летнее время. Поэтому вот у них только вот одно направление, сообщение через дорогу. Я понял вас, я понял. По земле, Я в Барулахе по земле. осенью в Барулахе был, ситуацию представляю. Значит, а что у нас с автодорогами, Гаврил Ильич? Вот там мы обсуждали до Токумы летом. 7 километров. Дороги Арктики заниматься должны или что-то еще надо принять решение? Так, по поручению оперативного управления тоже так же, как Хайсардарская дорога находится в КП дороги Арктики, и тоже вошел в перечень поручений председателя правительства о летнем содержании и ремонте по направлению Барлах-Токума. Ну, давайте мы так же сделаем, как Чолбон-Эльгецк, да? Значит, тем более, если есть поручение председателя, значит, Мария Николаевна, давайте изучим этот вопрос, да, вместе с Министерством транспорта, что можно сделать. Там на самом деле так, там нет летом ни по воздуху, ни по земле не добраться. Вот. Хотя до Барулаха достаточно устойчивый уже, если там одну речку надо переезжать, ну, в принципе, достаточно устойчивая дорога уже. Давайте позанимаемся. Что касается котельной по Барулаху, Вячеслав Павлович, я вам задавал, помните вопрос, там на какой стадии в Барулахе, вот вы только что хотели ответить на это, да, Вячеслав Павлович, по Барулаху скажите, пожалуйста, по котельной. ПСД готово? Да, там ПСД готово. Я дал поручение ГУПу ЖКХ рассмотреть ПСД в части актуальности, да, проектно-сметной документации, ну и также проработать по механизму через фонд содействия реформирования ЖКХ.